тук-тук-тук, да. Меня интересует подход, дух времени. Ничуть не лучше этого урода. Это не коррупция? Говорю, вы что, трёхнулись? Она бывает вот такой, а бывает вот такой. Ну и то, это коррупция. Моя прелесть. Я это хотел всю жизнь. Вино или водка? Вот, конечно, тебе... Я сейчас буду смотреть на носки Ходорковского. Я тебя сейчас грохну за это. Михаил, очень хочется с вами поговорить про работу с прошлым. Про то, как это делать и можно ли это делать. Понятно, что есть повод. Сериал «Предатели», который срезонировал, и тему 90-х, которую обсуждают все и в самых разных аспектах. Нам из участников тех событий и из тех, кто в доступе, кто готов общаться, хотелось поговорить именно с вами, потому что вы, во-первых, свидетель тех событий. Во-вторых, как мне кажется, вы один из тех, кто не лишен рефлексии на этот счет. Ну и в-третьих, потому что ваша позиция, как минимум по поводу сериала «Предатели», она была, ну, в общем, такой, что к ней есть достаточное количество вопросов. Поэтому концепция. Часть нашего разговора я хотел бы посвятить тем временам. Попробуем не повторяться, а я хотел бы просто задавать вопросы, которые мне непонятны, которые я недопонимаю, может быть, недопонимает большое количество людей. А второе, мы уже поговорим про то, что происходит сейчас. Окей. Начну с простого. Расскажите, пожалуйста, что это за фото, которое в последние недели где только не появляется? Это мое любимое фото. Это в свое время я еще, в общем, не представлял себе, что такое западные СМИ. И, по-моему, это был год 92 или 93. Я сидел на Колпачном переулке, у нас там офис был. И ко мне пришел журналист Форбса. Ага. И, значит, а у меня, так сказать, там где-то валялась в углу эта вот шкура замечательная, а там в кабинете, кабинетик был, к слову, так себе, но неважно, но там посреди него, вот у стенки, был вот этот вот замечательный абсолютно камин, который мне было очень жалко куда-нибудь убирать, и поэтому я его там оставил, хотя жечь камин, естественно, на Колпачном переулке никто не разрешал. И мне этот замечательный парень из Форбса, я уж не помню, кто это был, но кто-то вот потом из известных, говорит, а нельзя ли шкурку вот сюда переложить? Ну, окей, так сказать, переложили. А вы не могли бы на нее встать? Я говорю, ну, хорошо, проблем нет. И вот он, так сказать, и так меня фотографировал, и сяк фотографировал. А я еще не понимал, что это, ну, слушайте, начало 90-х, нам кажется, что все, так сказать, все окей. На выходе получил на протяжении уже скольких там, 30 лет эту фотографию, как самую главную фотографию в моей жизни. А как вы к ней относитесь сейчас? Как с иронией? Ну, или... с иронией, конечно. Ну, господи, слушайте, где-то кто-то носил малиновые пиджаки, кто-то, так сказать, кидал шкуры тигров, которые тогда продавались на рынке, если вы помните или знаете. Вот. Я всегда любил кожаные куртки. Вот я вот в кожаной куртке ходил на работу. Потом, когда банком пришлось заниматься, переоделся в костюм. Некоторое время ходил в костюме, и дико его ненавидел. И... Неудобно? Да не нравится мне. Хотя меня все говорят, что у меня вот костюм самое оно, ну не могу я в нем. Вот. И когда в компанию уже перешел, я, так сказать, радостно слился со всего этого дела. Мы в Барселоне. Вот такой на нее открывается вид. Почему мы находимся именно здесь, у этого дома, в конце интеграции. А пока расскажу, что в прошлом году в Испании было оформлено более 2700 сделок с участием граждан России. И это рекорд с 2014 года. Одна из причин такого спроса — покупка недвижимости дает право получить испанский ВНЖ. Но скоро такая возможность может исчезнуть. Премьер-министр Испании выступил с инициативой закрыть нынешнюю программу ВНЖ инвестор. И это может случиться уже до конца этого года. Но пока такая возможность есть, и я напомню, как это устроено и как этим воспользоваться
воспользоваться. ВНЖ инвестора выдается сразу на 3 года. Из важных преимуществ — проводить в стране какое-то определенное количество времени и становиться ее налоговым резидентом не обязательно. Ну и самое главное в свете последних новостей — закон обратной силы не имеет, и все ранее выданные ВНЖ продолжат действовать и будут продлеваться, даже если программу закроют или изменят. Чтобы получить ВНЖ инвестора, нужно приобрести коммерческую или жилую недвижимость общей стоимостью от 500 тысяч евро, а помогут с этим в агентстве Estate Barcelona. Если вы планируете переезд в Испанию, с помощью Estate Barcelona можно ответить на 2 главных вопроса: где жить и на что жить. У агентства огромный выбор жилой недвижимости в 2 главных городах Испании — Барселоне и Мадриде. А если хотите жить у моря, Estate Barcelona работает с самыми популярными прибрежными районами: Коста-Браво, Коста-дель-Маresme, Коста-Дорадо и Коста-Гарав. Еще одно направление работы агентства — коммерческая недвижимость. Это летят те, кто уже проинвестировал. Если вы переезжаете в Испанию, покупка коммерческой недвижимости позволит приобрести стабильный ежемесячный доход. А если вы рассматриваете покупку как возможность получить ВНЖ Испании, то это еще и надежный пассивный доход. Причем пассивный в буквальном смысле. В большинстве помещений, которые выставлены на продажу, уже есть работающий бизнес. Вот, например, помещение, которое можно купить прямо сейчас с помощью Estate Barcelona. Оно арендуется популярной сетевой кофейней. Его стоимость 680 тысяч евро, доходность 5,4%. То есть, если вы купите его, то каждый год будете получать от арендодателя 36 720 евро. Покупать жилую недвижимость с Estate Barcelona тоже гораздо проще, быстрее и безопаснее, чем разбираться в особенностях местного рынка и местных риэлторов самому. На стадии покупки жилья специалисты агентства сопровождают вас по всем вопросам. От подбора подходящих вариантов и организации просмотров до присутствия на подписании сделки у нотариуса. А при необходимости вам помогут легально перевести средства из России и оформить сделку в Испании. Посмотреть доступные варианты жилой и коммерческой недвижимости можно по ссылке в описании. При оформлении не забудьте про промокод ВДУТЬ. По нему ВНЖ инвестора на заявителя будет бесплатно. Предложение действует до конца года или до того момента, пока программу не закроют, если это случится до 31 декабря. Да, так а почему мы записываем именно здесь? Потому что в каталоге Estate Barcelona есть самые разные предложения, в том числе суперэксклюзивные. Например, вот этот дом. 2000 квадратных метров, 8 спален, 12 ванных комнат, инфинити-бассейн, 2 гардеробные, каждая под 100 квадратов, гараж на 8 машин, спортзал и, внимание, собственный тир. Стоит он очень дорого, но кто-то из зрителей этого выпуска наверняка сможет себе позволить. Этот и более доступные объекты недвижимости по ссылке в описании. Вперед! После того, как вышел сериал «Предатели», большой резонанс, вы много где про это высказывались, в том числе вы были на «Живом гвозде», где сказали, что, слушайте, ну я много раз уже про это говорил, и в том числе Алекс Гибни, который снимал про меня фильм «Citizen Kane», он меня прям очень сильно прессовал по этой теме. Поэтому, если хотите, посмотрите, сказали вы. Я посмотрел, и у меня, в том числе оттуда, будет некоторое количество вопросов сегодня. Первое, за что я зацепился, когда это смотрел. Я покажу вам короткое видео, когда речь идет про приватизацию. А потом на эти ваучеры принимали участие в аукционах по продаже акций предприятий. Таким образом шла приватизация. Я хотел бы про природу этой улыбки у вас спросить. Вы, по сути, говорите про мошенничество. Вы сами его называли непреднамеренным мошенничеством в нашем прошлом интервью. И так улыбаетесь. Я аж вздрогнул, когда на это смотрел. Ну, во-первых, мне свойственно вообще улыбаться в острые моменты моей жизни. Так получается. Вы, наверное, если смотрели какие-то трансляции с моих выступлений в суде, вы видели, я там тоже улыбаюсь постоянно. Вот. Ну, дело даже не в этом. Понимаете, я ведь был в начале 90-х какое-то время советником у Силаева, потом работал тоже короткое время, это был 91-й, начало 92-го года, в Министерстве топлива и энергетики, там был такой Владимир Лопухин, в то время министр. И почему я оттуда ушел?
Я ушел, потому что мне не понравилось, как ребята планируют приватизацию. Ну, вот, по многим причинам не понравилось. И я им сказал, что, ребят, вы делаете историю, где куча дырок. И, наверное, это не самый лучший вариант. И мне сказали, слушай, отвали, мы понимаем, что у тебя могут быть личные интересы, так сказать, не вмешивайся, ты явно будешь там своим подзуживать. Я говорю, окей, тогда я сваливаю и буду пользоваться всем тем, что вы делаете, всеми дырками, которые вы будете создавать вот в вашем законодательстве, в полной мере. И каждый раз радостно кому-нибудь из них звонил и говорил, ну вот обратите внимание, я вот воспользовался дырочкой, которая у вас была в законе, и с удовольствием сделал то-то и то-то. Они все ужасно злились, ну, так сказать, что делать, я же закон не нарушаю, я просто пользуюсь дырками. Сегодня я понимаю, что это было ребячество, ребячество во многом недопустимое, потому что, так сказать, публика, когда вот эти вот ошибки допускала, она формировала то будущее, с которым мы потом столкнулись. Ну, мне было 30 лет, мне очень нравилось то, что я делаю в промышленности. Банк не очень нравился, промышленность мне нравилась очень. И мне очень нравилось показывать нос тем ребятам, которые не оценили, так сказать, мои таланты. Да, просто, видите, у меня возник вопрос, насколько это уместно, когда вы вспоминаете об этом уже взрослым человеком. Я отвечаю, что у меня такая реакция. Это просто особенность. Да, это моя особенность, то есть это ситуация, когда я воспринимаю какую-то штуку достаточно жестко. Один из героев фильма «Гибни», Дерк Сауэр, медиа-менеджер из Нидерландов, который значительную часть карьеры провел в России, и в той России 90-х. Он рассказывает, что бывал у вас дома, и, по его словам, ваш дом охраняли чуть ли не пулеметчики и бывшие полковники КГБ. Были ли там, например, полковники КГБ? У нас вообще не было охраны дома, вот вообще не было. Я жил за время вот своей бизнес-карьеры, раз, два, три, четыре, я думаю, в 5 местах. Первое, сначала я жил на шоссе Энтузиастов, потом в квартире у Павелецкого вокзала, там тоже какая охрана. Потом мы переехали в Успенку, и вместе с Леонидом Борисовичем один дом занимали. Потом там же в Успенке другой дом. Потом переехали в Заречье. Там тоже, так сказать, никакой своей охраны Речь про то место, где дом ваш, Невзлина и Лебедева. Это был последний в 98 году. В 99-м, скорее даже, мы его построили, но там тоже не было никакой особой охраны. У вас не было охраны в 90-е годы? Просто шлагбаум и ворота? У меня было приблизительно 5 случаев, когда на срок от недели до 3 месяцев у меня была охрана. Да, вот в эти моменты была охрана, была достаточно жесткая охрана. И там с этой охраной были, в общем, непростые вещи. Какие? Ну, вы же понимаете, что такое охрана. Если вот тогда, когда на тебя реально готовится всерьез покушение, так сказать, с задействованием серьезных денег, ну, ты должен быть готов к серьезному ограничению своей нормальной жизни. А если при этом ты знаешь, что еще и нацеленность есть на похищение кого-то из твоей семьи, а дальше ты понимаешь, что если их похитят, то будут возвращать по кускам. У нас было решение принято, которое, к слову, потом сыграло, когда я был арестован по делу ЮКОСа. У нас было принято такое решение, что есть протектор в трассе. То есть это человек, который выполняет функции человека, следящего за тем, что происходит. Он должен быть совершенно независимым.
и абсолютно доверенным, потому что у него только одна функция. В тот момент, когда он видит, что человек, держащий контрольный пакет в компании, действует не под давлением, скажем так, под давлением, то он должен вскрыть конверт и передать вот этот вот самый контрольный пакет другому человеку, который вот в этом пакете будет указан. У нас таким вторым человеком был Невзлин, но мы это никогда не обсуждали, потому что нужно было, чтобы никто не знал, кто второй, кто третий, кто четвертый, кто пятый. Так, а это на случай, если вас убьют? Нет. На случай, когда убьют, это проще. Когда, например, возьмут кого-нибудь из семьи в заложники и начнут шантажировать чем-то связанным с деятельностью компании. Ну, то есть, Поскольку компанию нельзя ставить в этом случае под удар, протектор должен увидеть, что я действую под давлением, и забрать у меня полномочия. И так произошло, когда меня взяли в тюрьму. То есть меня взяли в тюрьму, протектор принял решение, что оттуда я могу принимать решения под давлением, и передал пакет следующему. Вы можете назвать, кто был протектором? Да, конечно. Это как раз очень такая характерная фигура, роль которой в компании все всячески обсуждали, и никто не знал на самом деле. Недавно умерший лорд Джейкоб Ротшильд. Вот он выполнял функцию протектора. И, к слову, он был засвечен в уголовном деле во время процесса. То есть это как бы ничего в этом... Просто, так сказать, люди не интересуются тем, что на самом деле. А так уголовное дело полистали и много чего интересного нашли. Ну, подождите, не то, чтобы я хотел долго на этом останавливаться, но один из богатейших людей России живет во время, когда убивают людей с капиталом в 1000 раз меньше. И у вас бывали периоды без охраны? Ну, конечно. Ваши дети в школу ездили из вот этих особняков без охраны? Из каких особняков? Ну, когда вы жили вот в этом поселке, в Семюкосовском. Ну вот из Юкосовского поселка по нынешним временам, во-первых, это, так ради смеха, это уже никакой не особняк, но дело даже не в этом. Ну да, конечно, а зачем людям жизнь-то портить? Прямо с младенчества. Вообще никаких. Прекрасно понимаю логику, но насколько эта логика умещалась в тот контекст его криминальной атмосферы? Вот мы с женой обсудили и пришли к выводу. И так продолжаем свою жизнь и до сегодняшнего дня. У вас нет охраны? У меня вот так вот охраны, чтобы охраны нет, хотя время от времени, так сказать, разные государственные органы вводят за мной разные режимы присмотра, вот, но вот такой вот охраны, ну, вы же видите. Я бы ходил бы в коробочке, если серьезная охрана была. Ваши первые контакты с КГБшниками, они были, когда вы занимались компьютерами? Ну, нет, конечно. Я образование первое свое высшее получал в Менделеевском институте. Специальность у меня взрывчатые вещества и боеприпасы. Я был секретносителем, и, соответственно, с КГБ имел дело как секретноситель чуть ли не с 2-го курса института. А когда они, скажем так, в некое партнерство с вами вступали, вы рассказывали в «Тюрьме и воле» в своей биографии, что когда вы занимались компьютерами, то вы это тоже делали на базе института, и вы были прикреплены к Фрунзенскому отделу КГБ. Фрунзенский, тогда это никакое не партнерство, и не надо вот эту вот Ну, я не знаю, историю. как еще сказать. В тот момент, в 88-м, по-моему, или 89-м году, за КГБ была закреплена функция борьбы с организованной преступностью. На мой взгляд, это, к слову, последующие события показали, что это была большая ошибка, потому что за несколько лет КГБ организованная преступность разложила. А каким образом? Ну, коррупция в КГБ до того, если и была, то где-то вот абсолютно краями. А как только, так сказать, вот они начали отвечать за борьбу с организованной преступностью, прошло 1,5 года. Попали под искушение? Вообще. Ага. И сначала они разломились пополам,
те, которые занимались, ну, что называется, нормальной работой, в основном контрразведкой, и те, кто занимались хозяйственными делами и, соответственно, стали коррумпированы, потом еще раз развалились. И это все потом откочевало уже в российское там, ФСК, потом ФСБ. Если, так сказать, вы обратите внимание на то уголовное дело, которое началось против Юкса, его изначально начинал такой генерал, по-моему, был Заостровцев. Вот типичный представитель экономического подразделения ФСБ, которое выросло вот из того времени, когда еще Горбачев поручил КГБ заниматься организованной преступностью. Вот. И поэтому, как организация, занимающаяся борьбой с организованной преступностью, они отвечали в том числе за наши, ну, такие новые формы. Тогда мы назывались новые экономические формы. Они за нас отвечали, поскольку мы были такой прям вот приманкой для организованной преступности. То есть, если на вас кто-то наезжал, то они вам помогали? То я должен был идти, если а когда это была организованная преступность, то я должен был обращаться не в милицию, а в КГБ. И они решали вопросы? И они решали вопросы. Ну, какое-то время. Потом их уже скоррумпировали, и, так сказать, это уже история стала другой, к сожалению. Вы там же вспоминаете, что потом, уже в более поздние годы, мы заключили официальный договор со службой Рушаева. Это было уже, естественно, при Ельцине. И тогда опять стал вопрос с борьбой с организованной преступностью. И был создан специальный департамент, так называемая «Шабловка», которую возглавил Рушайло. И Рушайло пришел к нам, когда я говорю «к нам», это к крупным предпринимателям московским, там, я уж не помню, какой это был состав, но никакого отношения к журналистскому термину «семибанкирщина» он не имел. Просто там был человек, наверное, 20 наиболее крупных московских предпринимателей. Он пришел и говорит, что вот мне такое поручение дадено создать управление по борьбе с организованной преступностью. И я знаю, что вот вы их мишень. И у вас есть, он очень понятийно говорил, два варианта. Хотите черная крыша, ну, то есть под кого-то бандюков. Хотите красная крыша. Вот. Если хотите красная крыша, то, значит, давайте помогите мне сделать вот это вот подразделение. Помогите создать материально-техническую базу, помогите в начале, так сказать, потому что бюджета у меня нет, и если я буду это делать, пытаясь получить деньги из бюджета, то я никогда не начну. А я вам за это обещаю только одно, и действительно он обещал только одно, что когда вы будете звонить, я буду сразу реагировать. Ага. И он свое обязательство выполнил. То есть мы ему отстроили вот его, так сказать, здание, там все сделали для него. А он, занимаясь борьбой с организованной преступностью, когда поступали звонки от нас, ну, когда наезды шли, он сразу реагировал. Ну, такая официальная крыша? Ну, в общем, официальная крыша, да. А как думаете, или, может быть, знаете, он это делал, воспринимая это как бизнес-проект или потому что служу Отечеству? К глубокому сожалению, все эти люди, когда я говорю вот все эти люди, я имею в виду все государственные чиновники, которые пришли в то время, вот после создания России, как уже Российской Федерации, они все приходили, как мне казалось, в достаточной степени как идейные люди. Но получая во многих случаях достаточно бесконтрольную власть, не полностью бесконтрольную, но достаточно бесконтрольную власть, они спустя какое-то время разлагались. И вот это то, из чего я для себя сделал вот такой вот серьезный вывод про никогда больше. Так вот, этот вывод, что главное, это не тип человека, главное, это система сдержек и противовесов. Если есть система сдержек и противовесов, даже средненький человек будет вынужден работать нормально. Если нет системы сдержек и противовесов, то даже самый хороший человек за очень короткое время разлагается. И таких примеров вот
за вот эти вот 90-е годы я прошел миллион. Вы бы разложились, Ну, если бы вы получили власть и не было бы сдержек и противоречий? Ну, а почему человек какой-то особенный? Наверное, мне бы хотелось бы сказать, я такой, замечательный, я бы не разложился. Наверное, все-таки неохота приводить такие непосредственные примеры, но я видел, как разлагали людей. Вот у меня на глазах вот это происходило. И начиналось вот именно по поговорке. Коготок увяз, все птички пропасть. Вот, например, человек говорил, не буду сейчас конкретной фамилии, но человек говорил, да никогда больше. Или никогда вообще. А потом у него гепатит вдруг. Да? Или сердце. Да? И гепатит, и шунтирование по тем временам требовало материалов с Запада. Большие деньги. А у человека нет этих денег. И вот либо помирай, либо попроси у кого-то. И я видел, как просили. Я видел, как просили, самые железные люди просили. Стоп, что значит просили? Попросить на лечение, в смысле воровали или в смысле просили? Просили у приближенных предпринимателей. Так, я тут что-то не улавливаю. Просто попросить на лечение, разве в этом... Или вы про чиновников? Я про чиновников. Все, пардон. Я про чиновников, конечно, так, говорю. Все, тогда не да, я говорю про чиновников. И очень много людей, вот, специалистов по коррупции, они никогда не заходили сами. Они вот сидели и ждали. И у них было несколько людей, которых они держали под контролем, и ждали, пока у человека не сложится абсолютно какая-нибудь такая стрёмная ситуация. И в этот момент... Специалист по коррупции — это те, кому надо было кого-то коррумпировать? Те, которые профессионализировались на коррупции, решалы, так называемые. И они просто ждали, когда у чиновника, который им нужен, но который честный, у них наступит сложная жизненная ситуация, и они тогда придут на помощь. Да, конечно, конечно. Известно, что вы работали с молодым Сурковым. Угу. Вы познакомились благодаря рукопашному бою? Да. И с ним, и с Касьяненко. Касьяненко — это владелец «Пятерочки». И вам Суркова сначала предлагали на работу вот как телохранителя? Его и Касьяненко, да, как телохранителей мне предложил наш тренер. То есть он настолько в порядке был, в смысле физической формы? Абсолютно. Какая память у вас о нем осталась? То время, когда мы работали, хорошее. Мне, конечно, трудно смириться с тем, что он делал, работая на Путина, но это такой человек. Вот он выбирает себе хозяина и дальше работает на хозяина. Вы, конечно, можете с него спросить то, что он делает, но вот его психотип такой, что спрашивать надо с хозяина, потому что бессмысленно с него. Он вот что сказал, то и будет делать. Что ему делать, сказали? Да, и будет делать очень профессионально. При этом в личных отношениях он по-прежнему, в общем, оставался человеком достаточно порядочным. Даже тогда, когда я находился в тюрьме, и, поверьте, не так много государственных чиновников, готовых в тот момент хоть краем, хоть боком коснуться чего бы то ни было связанного со мной. Сурков, исполняя поручения Путина, гвоздил меня, так сказать, с методами пропаганды в полном объеме. То есть вот огромное количество сегодня ходящих мифов, там, включая миф о том, что там, я предлагал продать американцам ядерный потенциал России и так далее, это все выдумано Сурковым. Вот это все выдумано Сурковым. Но одновременно, когда у моей жены возникла проблема с нашими детьми, что их из школы выкинули, единственный человек, к кому она смогла обратиться и кто решил эту проблему, был Сурков. Когда я это тоже не забуду. Да. На чьей стороне вы были в 91-м году? Что, даже это остается неизвестным. Ну, я прочитал просто, в «Тюрьма и воля» есть 3 абзаца про идеологическую раздвоенность. Давайте я полностью его прочитаю.
Идеологическая раздвоенность у меня сохранялась. Я, с одной стороны, был за реформы, с другой понимал, что партия против, а я ощущал себя ее частью. В этой ситуации то, где оказались свои, стало критическим для принятия решения. Хотя, если бы попал в тюрьму, считал бы, что за дело. Я совершенно не верил в победу, но честь дороже. А 21-го, когда все стало ясно, я, вернувшись домой из Белого дома, написал заявление в свой Свердловский РК КПСС и отправил им свой партбилет. И написал я им, что выхожу, поскольку они даже переворот сделать не сумели. Ощущаете некий сумбур? Я это специально оставил таким, какой он был в моей голове тогда. Сегодня, несомненно, мог бы сформулировать четче. А в 91-м я пришел защищать свою команду, вовсе не считая, что она права. Увы, это правда, таковы гримасы жизни. Совершенно точно. Так, какую команду то есть какая команда была не права? Я считал, что моя команда, а я был в команде Бориса Ельцина, она не права, потому что ее действия приведут к развалу страны. И для меня это тогда, вот у меня, внутри меня это воспринималось как некая самоценность. Мне казалось, что страну можно сохранить, и мне казалось, что ее развал приведет, ну, собственно говоря, он и привел, к огромным жертвам. И поэтому мне казалось, что команда не права. Но я был частью этой команды, и я не был настолько уверен в том, что я правильно понимаю ситуацию. Вы же поймите, я не был политиком. Я и сейчас, так сказать, не очень политик, а тогда-то я вовсе не был политиком. И я в какой-то момент просто принял для себя решение поверить Ельцину. В книге просто несколько раз упоминается вот это вот слово «команда» и то, что я не мог пойти против своих. Разве если твоя команда не права, если ты это не понимаешь, обязательно ты должен находиться внутри нее? Если ты точно уверен, что команда не права, то, конечно, ты должен выйти из этой команды. То есть если тебе ее не удается убедить. Но если ты не уверен, вот ты не уверен, тебе 91-й, 28 лет. Политикой никогда в жизни не занимался. И мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что это плохой выбор. Но я часть этой команды. Я работаю на Силаева, а для меня Ельцин является старшим товарищем, и он политик с огромным опытом. И вот ты должен сказать себе, вот я верю себе или я верю ему? Я себе тогда сказал, я верю ему. В 93-м году, когда Ельцин штурмовал парламент... Я верю ему. Вы были с этим согласны? Более согласен, чем в 91-м. У сегодняшней команды Путина Набиуллина, Собянин, Мишустин, Кудрин. Может ли быть такое же ощущение, что они не могут выйти из этой команды, потому что свои? Еще раз, для этого надо быть неуверенным в том, что твоя позиция, альтернативная позиция твоей команды, является правильной. Еще вы все время пытаетесь в своих вопросах поставить верность команде как приоритет исходный. А это не так. Сначала ты понимаешь, что ты не знаешь правильного ответа. Потом ты говоришь, кому я поверю? Я поверю себе, и тогда я должен сказать команде все, пока, я ушел в другую. Или сказать, я верю тому в этой команде, кто является лидером, политическим лидером, в данном случае Ельцин. Вот я и в 28, и в 30, и в 35 не считал себя политиком. И поэтому я верил политику. Политиком в команде был Ельцин. Ну, то есть с вас не такой спрос, как с тех, кто сейчас... Вопрос не в спросе. Вопрос в том, как я себе это ощущал. Вот я себе это ощущал, что я человек, отвечающий, хорошо разбирающийся в промышленности. Когда мне сказали, что приватизацию промышленности надо вести тем способом, с которым я был не согласен, я встал и вышел. Потому что в этом вопросе я себе верил больше.
А когда речь шла о политических вопросах, я себе верил меньше. И поэтому я принимал решение, что, окей, вот в этой вот пограничной ситуации я должен оставаться со своей командой. Не, я сейчас понимаю этот разговор не столько, чтобы поймать вас на там, каком-то противоречии или чем-то еще, а потому что пока я читал, у меня сложилось впечатление, что это же очень применимо, в том числе на тех, кто в России, неважно, чиновник он или это просто обычные люди, не связанные с политикой, как они реагируют на войну, например. Они же делегируют ответственность Путину, который решил ее развязать. Понимаете? А они, будучи, я сейчас не буду говорить, что Набиуллина, Собянин эти не злодеи, нет, я про других людей говорю, что, а вот другие просто люди, не будучи злодеями, они этому никак не сопротивляются, потому что они делегировали ответственность, и это свои, это команда. Вы знаете, вот здесь вот я, наверное, во многом с вами соглашусь, хотя и не во всем. Вот если бы вы могли себе представить, как это дело разбиралось бы в суде, а я, в общем, критерий беру именно этот у себя в голове, то здесь для суда было бы главное понять, человек мог и должен был понимать, или человек мог добросовестно заблуждаться. Вот если в моем восприятии человек мог и должен был что-то знать, например, Набиуллина, на мой взгляд, могла и должна была знать, что ее действия по стабилизации этого режима приводят к дополнительным жертвам в Украине, то этот человек несет ответственность. Если человек не мог и не должен был знать, потому что ему, например, квалификации не хватает, то этой ответственности он нести не должен. Вот то, что война в Украине агрессивная, и это запрещено Уголовным кодексом, любой человек, проживающий, так сказать, не в каком-нибудь дремучем углу, где нету доступа к интернету, может и должен знать. То есть вот это он может и должен знать. Но я допускаю, что человеку в какой-то момент могли сказать, если ты туда не пойдешь, мы тебя убьем. Он мог не догадываться, что его на самом деле не убьют. И тогда его ответственность либо меньше, либо вообще отсутствует. Именно поэтому я делаю для себя серьезное разделение между людьми мобилизованными и людьми, пошедшими воевать добровольно. Вы говорили, что к Ельцину тогда относились как к царю. С Ельциным я встречался много раз, и в коллективе, и индивидуально. Считаю себя с ним в кавычках, с 90-го года, когда примкнул к его команде. Это был царь, и как к царю я к нему всегда и относился. Ох, а как это, раскройте, разложите, как это относиться к человеку как к царю? Вот хорошо вам, человеку, который, в общем, воспитывался уже немножко в другой среде. Для нас, для моего поколения, естественным было, вот мы всю жизнь свою прожили, в условиях, когда мы никакого отношения к назначению первого лица не имели. Вот никакого отношения. Я родился при Хрущеве еще, до 18 лет прожил при Брежневе, потом, так сказать, все остальные. И никогда мы все понимали, когда мы шли на выборы, что это не выборы. В Советском Союзе все это прекрасно понимали. И для меня естественным образом жизни было, что вот есть некий человек, который как-то появился во власти отдельным от меня способом, и я с этим человеком сосуществую. И этот человек мог быть добрым царем или злым царем, или не царем вовсе. Вот Ельцин был царем таким, знаете, великим, и в том числе великодушным, и одновременно очень жестким, и бесконечно трепетно относившимся к своей власти. А во всем остальном великодушным и таким, знаете, не разменивающимся на мелочи. Поэтому, когда мне говорят, что для него имела значимость там квартира или какие-то деньги, это настолько не соотносится с тем Ельциным, которого я знаю.
Пофигу ему все это было. Вот власть не пофигу. Но это не отменяет того, что квартиры у него появлялись каким-то... Или та квартира, которую вы, видимо, имеете в виду на Осенней улице, она у него появилась... Появилась. Тем способом, который сейчас хочется назвать коррупцией. Этому поколению людей, изучающих историю. Да, хочется ее назвать коррупцией, но... Это не коррупция? Знаете, коррупция все-таки складывается из двух вещей. Человек берет вещь и относится к ней как к своей впоследствии. Да. А он не относился к этому. Вы это говорите только потому, что он там не жил? Потому что он не жил, и потому что он это не рассматривал как собственность. Но он же ею пользовался. Де-факто она была его. Он не рассматривал... Вот на сегодняшний день мы же не рассматриваем как собственность Путина его Кремль, да, например. Это не рассматривается. Служебное. Ну да, но он же этим пользуется. Надеюсь, не рассматриваем. Надеюсь, хотя бы это он воспринимает как служебное. А то придется в какой-то момент. Вот я абсолютно убежден, что для Ельцина квартира на Осенней была таким же служебным помещением, да еще и ненужным. Но он же все равно его вот так вот взял. Не вот так вот взял. Вот ему принесли, а он взял вот так вот. Ну, это же не отменяет того, что это коррупция. Просто вы сейчас... она бывает вот такой, а бывает вот такой. Но и то, это коррупция. Еще раз. Вы меня хотите убедить в том, что к этому надо относиться как к коррупции, и я с вами согласен. С презрением. Вот не с презрением даже, а с... Мы потом об этом поговорим, и я вижу, как бы вот в чем здесь разлом этот, и мне интересно проговорить, чувствуете ли вы это так же. Но просто это должно подвергаться общественному обсуждению. Вот это должно подвергаться общественному обсуждению, без всякого сомнения. Осуждению. И осуждению, да. Но мы должны понимать, как это воспринималось человеком. То есть вот когда вы приходите... Опять же, я прошу прощения, что я ссылаюсь на суд, но для меня суд — это некий такой вот идеал того, как надо решать проблемы. Нормальный суд. Я прошу прощения, нормальный суд. Есть объективные и субъективные факторы преступления. Объективный фактор — это вот произошло. Условно говоря, человек пнул другого человека ножом. Да. Это объективный факт. А теперь вопрос, как он к этому относился. Если он относился к этому как желание убить, то это убийство. А если человек, условно говоря, пытался кинуть нож в стену, и случайно на его линии попал человек, это другое. Да? Теперь, когда мы говорим о коррупции, я не говорю, что это было случайно. Да, окей, я хотел зацепиться. Да, это другая история. Человек к этому относился как к служебному помещению. Вот у него в голове это еще одно служебное помещение. Для него факт, сегодня безусловный факт, что это типа частная собственность, он в голову не заходил. Вот вы поймите, вот для вас на сегодняшний день частная собственность на квартиру – это обычная штука. Да. В советские годы частная собственность на квартиру у какого-нибудь государственного чиновника или партийного чиновника, это вообще, такого не было никогда. Это было до той поры, пока он был на своем посту. В тот момент, когда он свой пост покидал, эта квартира переставала быть его. Вот вы поймите человека, который до 60 лет прожил в этой парадигме. Вот он так к этому и относился. У нас в презумпции в голове, что когда человек совершает коррупционный акт, он получает что-то в собственность. В ельцинской голове, я, конечно, не его психоаналитик, но я предполагаю, что в голове человека, который до 60 лет вообще не понимал, что бывает собственность на квартиры, вот он вообще этого не понимал. У него этой презумпции не было. Ему дали квартиру как номенклатурное жилье на время пребывания в должности. Вот у него в голове это было так. С нашей точки зрения это смотрится иначе. Все. Окей. Но вы согласны, что это тоже коррупция?
Если бы он, вот, допустим, что он понимал, да, Давайте, вы согласны, что так нельзя? если он понимал, что это его частная собственность, то так, конечно, нельзя. А вот если он не понимал, что это частная собственность, а он считал, что ему временно предоставляют жилье, потому что охране так удобнее работать, а потом, когда он уйдет с поста президента, это перейдет кому-то еще, тогда это более-менее норма. Вы снабжали российскую армию во время войны в Чечне. Да. Как это происходило? Вы имеете в виду первую или вторую? Расскажите первую и вторую. Когда первая война шла, мне принадлежало предприятие, которое в тот момент мы реконструировали как раз, оно называлось «Колосс». Это предприятие, это был комплекс пищевых предприятий, которые по военному времени должны были выпускать пайки солдатские. И вот мы эти пайки отгружали в армию. Тогда не платили вообще, но, собственно говоря, поскольку это было и не так уж много денег, мы это делали. Еще вы говорили, что потом пришлось участвовать в финансировании выкупа заложников. Глупая затея, но и отказываться как-то подло. А почему глупая? Я до сих пор некоторых замечательных людей руки им не подам, если где-то встречусь. Потому что я твердо убежден, хотя я не могу это доказать, поэтому публично не называю, что эти люди с чеченской стороны торговали заложниками. Когда они поняли, что это бизнес, когда они поняли, что на этом можно зарабатывать, они стали специально воровать людей для того, чтобы потом их продавать. Именно поэтому я считаю сегодня, что затея в принципе глупая, потому что ты выкупаешь одного, создаешь рынок. Да, тут же создаешь рынок. Но при этом, когда к тебе приходит мама и вот буквально на колени падает и говорит «спаси». И логика говорит одно, а трудно отказать. Какой порядок цен был, вы не помните? Вот то, что у меня в памяти, что один из траншей был 2 миллиона. То есть это не за одного заложника, то есть это там на какое-то количество. Речь же про доллары. Да, 2 миллиона. То есть там суммарно, я думаю, что надо учитывать, что это были совершенно другие доллары, к слову. Ну, да. Вот, что там где-то суммарно, может, десятка ушла. Но в то время это были чудовищные деньги. Не подадите людям руки, которые делали это как бизнес? Которые, на мой взгляд, делая вид... Они чеченцы или да, они... они чеченцы. Они делали вид, на мой взгляд, и еще раз, я это не могу доказать, они делали вид, что они помогают выкупать заложников, а на самом деле были организаторами этой торговли. И поскольку я их в этом глубоко подозреваю, я им руки не подам. Во вторую чеченскую войну вы в том числе одевали, обували и снабжали обмундированием ОМОНовцев, которых этого не было. Во вторую чеченскую самым большим то, что мы делали, это было то, что мы обеспечивали, наверное, 50% нашей группировки горюче-смазочными материалами, поскольку наши заводы находились в этом регионе, Самарский регион. Мы снабжали армию горюче-смазочными материалами. Сразу скажу, платили, в отличие от первой чеченской, но платили так себе. Вот, то есть все время, ну, вы же понимаете, у армейских чиновников всегда есть желание сказать, ну, ты же должен это родине, поэтому мы тебе там 20-30% не доплатим. Помимо этого, да, была история в Томске, когда была разнарядка, направлялись региональные ОМОНы, они направлялись в Чечню на там
патрулирование, так сказать, поддержание вот этих блокпостов, ну, в общем, вот такие вот задачи комендантские. И должны были послать подразделения из Томска. А мы там были, ну, практически градообразующей компанией. И ко мне пришел тамошний руководитель, уж не помню, полиции или вот это вот спецназа, говорит: мы с короткостволом туда поедем, у нас ничего нет. Ну, сами понимаете, что в Сибири особо ОМОНу делать? Задач нет, поэтому у них короткоствол только. Я говорю: ну, вам там выдадут. Он говорит: ага, выдадут. В общем, говорит, не поможешь, кранты ребятам. Вот что делать? Договорились с Институтом спецтехники МВД о том, что они из своих ресурсов поставят вооружение. А я провел через совет директоров, я вот до сих пор вспоминаю, американские члены совета директоров были в шоке. К войне в Чечне у многих полярное отношение, и под этим видео будут те, кто захотят задать вопрос, поэтому я из комментариев его передам. Чем это отличается от спонсирования армии Российской Федерации и каких-то батальонов, что есть у каких-то российских бизнесменов сейчас на сегодняшней войне? Давайте все-таки отфиксируем ситуацию, чтобы не попадать в идиотскую позицию. Мы вообще международное право признаем или ну его нафиг? Если международное право признаем, то территория Чечни – это территория Российской Федерации, а территория Донбасса – это территория Украины. Ну, то есть ваш ответ, что эта история была про восстановление конституционного строя, а это агрессивная война с захватом территории? Одно дело – уголовно наказуемая агрессивная война против соседнего государства, и другое дело, пускай неправильно проведенная, пускай, так сказать, ошибочно исполняемая, пускай с преступлениями проводимая операция на своей территории в рамках полномочий действующей власти. Как вы относились к войне в Чечне тогда? К первой или к второй? Давайте к той другой. Первая чеченская война, она ведь имела очень серьезную подоплеку исходную. Да, то есть не надо себе предполагать, что Ельцин просто вот с бесу взял и начал войну в Чечне. История там была тяжелая. Это была территория, где по исторически сложившимся причинам четверть населения были русские. А еще где-то, я думаю, еще четверть – это люди других этнических групп. Вот в тот момент, это было начало 90-х, когда Чечня объявила о своей независимости, она оттуда стала людей не титульной нации выпихивать. Причем выпихивали очень жестко. То есть либо ты завтра уматываешь, либо, так сказать, тебе конец. И много кого на самом деле убивали. И люди буквально были вынуждены бросать свои дома, квартиры и уезжать, что называется, ну, вот с одним узелочком, с одним чемоданом. И эта ситуация начала в какой-то момент воспламенять юг России. Ну, потому что беженцы – сотни тысяч людей, на секундочку. И поэтому, в общем, у Первой Чеченской не так, чтобы сказать, не было никаких оснований. Другое дело, какими методами это велось. И вот опять еще один урок, который оттуда для меня навсегда. Бомбить города нельзя. Ни при каких условиях. Нельзя бомбить города. Тебе кажется, что нет других методов, кроме как силовой. Ты можешь арестовать, ты можешь убить конкретных людей, совершающих то, что ты считаешь неправильным, ты как власть. У тебя право на легитимное насилие, но при этом ты не можешь бомбить города, потому что это не только этически плохо, это приводит к диким последствиям. И мы видим такую же ситуацию в Украине.
Поэтому мое отношение к войне, к Первой Чеченской войне, было очень комплексным. То есть, с одной стороны, я понимал, что у этого есть серьезные основания, и с этой точки зрения я поддерживал необходимость силовой операции. С другой стороны, естественно, вот эти вот истории с вводом туда войск и с попыткой захватить одним полком, и уж тем более потом разрушение Грозного, ну, это был дикий трэш, дикий трэш. Я был в Чечне за месяц до начала войны, я был там во время войны. Одно из предприятий, которое мы в свое время восстанавливали, перезапускали, был Курганмашзавод. Это предприятие, которое производило БМП. И там было два типа БМП. БМП-2, БМП-3. И вот тогда от нас потребовали поставки БМП. И мы знали, что драться предстоит в горах, и мы им предлагали БМП-2. Меня вызвали к Ельцину. На меня наезжал Грачев. Почему вы не даете современное БМП, БМП-3? А у него угол возвышения пушки для гор не годящийся. Я пытался это объяснить, мне не удалось. Это вот был тот случай, когда мне не удалось. Но и в результате пожгли, много пожгли. Так что у меня было очень комплексное отношение к этой войне. Когда вы помогали снабжением, там, деньгами, чем-то еще армии, вы уже знали, что в самой Чечне эта армия творит преступления? И если да, а в целом, учитывая, как освещалась эта война, это довольно широко было известно, то что вы при этом испытывали? Было ли у вас противоречие? На самом деле, то, что вот сейчас стало выплывать, то есть спустя там десятилетия, это даже больше, чем было тогда. Но того, что выплывало тогда, было уже достаточно для того, чтобы понимать, что это сильно плохо. Ну вот о чем вы думали, когда понимали, да, что тот автомат, которым вы снарядите ОМОН самарский, он может быть направлен не только там, на преступника, бандита, кого-то еще? Не самарский, томский, да. Томский, прошу прощения, да. Ну, во-первых, я верил в тех ребят, которые туда шли. Вот в этих ребят я верил. Это вот. Во-вторых, это вот опять психологические проблемы, с которой очень трудно что-то сделать. Они-то наши. Я прекрасно понимаю, так сказать, и все, что вы можете сказать, и все, что я сам себе сегодня могу сказать на эту тему. Но я не знаю, где вы воспитывались, но я воспитывался на улице. Вот Мазутка, такой достаточно своеобразный район Москвы, и там было очень точное понимание, вот наши и не наши. Да? И это вот в голову зашло насмерть. И я вот, может быть, только после тюрьмы уже стал понимать, что наши бывают не нашими. А до этого вот это вот прям вот водораздел. Вот здесь наши, вот здесь не наши. Как, на ваш взгляд, Ельцину нужно было решить вопрос Чечни тогда? Заморозить настолько, насколько было можно. Когда еще в 94-м, не вводя туда войска? До. Угу. Попытаться договориться с Дудаевым, дать ему то, что он хотел. Он хотел, так сказать, генеральского звания. Это можно было сделать. Дать независимость? Независимость нет. В тот момент это было невозможно. Потому что в случае независимости то русское население, которое там оставалось, это была жопа. Да и для части чеченского населения тоже. В тот момент можно было договориться с Дудаевым о замораживании вопроса. Да, за это пришлось бы расплатиться деньгами. Да, возможно, пришлось бы провести силовые операции против некого количества полевых командиров, которые в этой ситуации из-под Дудаева постарались выскочить. Но можно было решить вопрос без бомбежек городов.
У вас была в 96-м году встреча с Зюгановым в Давосе. Подготовка к выборам. Зюганов едет в Давос, его все принимают, Red Star, будущий президент Российской Федерации. Что это была за встреча? О чем вы поговорили? Мы останавливались в одной гостинице, ну там вот вся вообще российская делегация останавливалась в одной гостинице. И он вечером ко мне зашел. Он к вам? Вот. Да, тук-тук-тук, да, зашел. Окей. Вот, и типа посидим, выпьем. Ну, Вино или водка? ну вот, конечно, вино, так сказать, себе. Я забыл, про какое десятилетие, да. Вот. И вот, ну, посидели. Он мне говорит: Михаил Борисович, мы вас очень уважаем. Нам такие руководители производства очень нужны. Вы обязательно останетесь генеральным директором. Мы вам, так сказать, можете не сомневаться. Ну, понятно, что собственность придется вернуть. Так, так сказать, обязательно. Все будет хорошо. Мы поговорили с ним в целом про его планы, про то, как он планирует все это делать. Он был уверен, в тот момент он был уверен в своей победе, больше, чем когда он находился в России до Давоса и когда он вернулся в Россию после Давоса. Но в Давосе он был уверен в своей победе. И я его когда послушал, это просто катастрофа какая-то. Ну, вы себе представьте, ну, школьный учитель со всеми вот представлениями школьного учителя. Так сказать, замечательный человек, но никакого отношения к той промышленности, которую он собрался рулить, ну вот вообще не имеет. Никакого отношения к государственному строительству, которым он собирался заниматься, ну это вообще не... Я подумал с ужасом. Мы это уже один раз прошли в 91 году, когда, так сказать, от Совка переходили к России. Это тоже была катастрофа. И сейчас второй раз никогда, не дай бог. Не дай бог. Все, и я подошел к Борису Абрамовичу и сказал: Борис Абрамович, так сказать, надо что-то делать. Вы говорили, что сказали Зюганову, что тогда я буду работать, чтобы вы президентом не стали. Да. Что это была за работа? Мы убедили Ельцина, во-первых, в том, что он не должен идти на поводу у Барсукова, Коржакова и Сосковца и принимать решение о вводе чрезвычайного положения, отменять выборы. Мы считали, что это абсолютно неправильно. Мы убедились, что он сможет победить. А для этого мы договорились с Чубайсом. За $3 миллиона. По-моему, 2, я не помню точно. Уже Вы уточняли 3? Да, 3. Угу. И расстроили его этой подробности? Да. Ну, да, он, так сказать, сказал, что вот надо заплатить. Ну, я лично, понимаете, я не понимаю, что он расстроился. Он не был в тот момент государственным чиновником, и он свою работу хорошо выполнил. И я не понимаю, что его это расстраивало. Речь про интервью Михаила Ходорковского, где он это вспомнил. После этого Анатолий Чубайс ему ответил, что все было не так, а Михаил Ходорковский уточнил, сказал, что все было именно так. Да. Что за эту встречу был гонорар в 3 миллиона. Ну, не за встречу был гонорар. Гонорар был за то, посредничество, что... Да. Не за посредничество, а за то, что он взял на себя задачу начальника штаба. То есть за то, что он будет, ну, начальника штаба ему уже потом дали, так сказать, его пригласили, но за то, что он выполнит функцию человека, который организует эту работу. Мария Певчих в сериале «Предатели», и не только она, это, в общем, вопрос, который звучит часто. С чего вы все взяли, что Зюганов вернул бы Советский Союз? Его больше не было. И то есть даже вот вам точно это виднее, как человеку из экономики, но его нет уже территориально, но помимо того, что его нет территориально, нет же просто всех вот этих вот цепочек и всего остального для того, чтобы это функционировало даже экономически. Я никогда не говорил, что он бы вернул Советский Союз. Если бы Зюганов мог бы вернуть Советский Союз, он был бы президентом России. Он не мог вернуть Советский Союз. Он мог очередной раз на очередном этапе обгадить
то, что начало к этому моменту постепенно выстраиваться. Вот это он мог сделать. Он мог развалить Россию вследствие неспособности управлять ей. Он мог обрушить промышленность, привести к следующему кризису, в результате которого к власти мог прийти диктатор. Вот это он мог сделать. А выстроить назад Советский Союз, конечно, он не мог. Так что здесь я, в общем, согласен. Вы принимаете претензии за свое поведение и за поведение своих коллег в тот момент? В 96-м? Да. Да, в общем, я не вижу больших оснований к этому. Я был частным лицом, если мы говорим про выборы. Да, я был частным лицом, который принял свое частное решение, что меня Зюганов не устраивает. Я тратил на то, что помешать Зюганову прийти к власти, свои частные деньги и время тех людей, которые со мной работали. Я не коррумпировал избирателей, я не подделывал избирательные бюллетени, и я не был государственным чиновником, для которого вот эта работа, которую я выполнял, была бы неправильной. Я делал все, что было можно и нужно в тот момент. Хорошо, а остальные? В самой предвыборной кампании у вас нет вопросов? Когда мы сейчас рассматриваем, что делала администрация президента Ельцина в рамках этой избирательной кампании, то, что она делала за государственный счет и средствами государственного аппарата, ну, мне это, конечно, не нравится категорически. Но я прошу прощения, ко мне-то вот в этой части какие претензии? Я частное лицо. Вы давали на это деньги? На что? На предвыборную кампанию. Я давал деньги на то, чтобы государственный аппарат работал. Да вы смеетесь, что ли? Подождите, кто сбрасывался на предвыборную на работу предвыборного штаба в 96-м частного году? Штаба. Частного, не государственного. Так, а да. Кто был идеологом всего этого? Кто был идеологом? Не штаб? Ну, уж точно не я. Еще раз. Вы говорите, что я сделал, за что я должен себя осуждать. Вот из того, что я делал, вот то, что я делал, я на избирательную кампанию дал свои частные деньги. Я в рамках этой избирательной кампании силами частных людей и, опять же, за частные деньги вел предвыборную работу. Да? Вот я это делал. Я считаю, это совершенно правильно. То, что за те деньги, которые были заплачены Анатолию Борисовичу Чубайсу, он, став начальником штаба, я не знаю, что он делал, в какой мере вот эти вот административные решения были его, в какой мере на самом деле это были административные решения других людей, я этого не знаю. Да? Вот это никто еще на сегодняшний день не исследовал, и у Чубайса никто этого не спросил. Но, допустим, если Чубайс это делал, то я, так сказать, за действия Чубайса, ну, если и несу ответственность, то некую крайне опосредованную, потому что, попросив его помочь нам убедить Ельцина не выходить в поле вот этой вот чрезвычайной ситуации, вот я на этом взаимоотношения с Чубайсом как с руководителем штаба прекратил. Вот у меня больше отношений с ним на эту тему не было. Михаил, сейчас буду занудствовать, извините. Давайте, занудствуйте. Еще раз, движуха 96-го года, да. Когда всеми правдами и неправдами абсолютно чудовищным образом полуживого человека ведут в президенты, задействуя самые грязные, отвратительные приемы, которые можно себе только представить. Какие? Многие пропагандистские, начиная от газеты от Зюгхайля и всего остального. Тотальная пропаганда в телевизоре и всего остального. Это все делается штабом Бориса Ельцина. Молодые, движовые, не только молодые люди собрались. Это все делается штабом Бориса Ельцина. Это не делается журналистами. Это не делается редакторами.
А я сейчас не этот, я сейчас говорю только про вас, я же не говорю с коллегами, которые но тогда вы мне говорите... Нет, я описываю, подождите секундочку, Михаил, я не закончил. Вот, это вот просто вот вихрь такой вот балаганный надвигается на Россию и убеждает Россию проголосовать за Ельцина. Вы один из спонсоров этого вихря. Еще раз, давайте все-таки персональную ответственность рассматривать, да? Не будем говорить, как здесь. Вот вы все за это виноваты. Вот давайте я скажу, вы все журналисты в этом виноваты. Нет, каждый делал... Те, кто писал неправду, или те, кто участвовал в вот конкретной пропаганде, они виноваты. А те, кто отказывался от этого, не виноваты. Слушайте, так сказать, в тот момент не отказывался никто, да? Из тех, кому предлагали, насколько я понимаю, не отказался никто. Значит, такое обобщение. Ну, хорошо, а вы же обобщаете? Я не обещаю, я только про вас говорю. Значит, вот те деньги, которые я давал на конкретные действия. Вот эти конкретные действия совершались частными людьми и в отношении частных изданий. Да? Так сказать, размещалась реклама, размещались, так сказать, статьи в поддержку Ельцина, организовывались какие-то мероприятия. Никакого отношения к передаче денег государственному аппарату я не имел и иметь не мог по определению, просто потому что это делалось за счет государственного бюджета. Значит, исключительно работа с частными подрядчиками, с частными компаниями, с частными людьми. Вот это делалось на наши деньги. А что делали частные люди? Частные люди занимались рекламной кампанией. Насколько эта рекламная кампания была отвязанной, не отвязанной, это вопрос к журналистам. Вы извините, у меня в 96-м году, вот если уж, так сказать, мы всерьез говорим, вот журналисты этим занимались, редактора этим занимались. Я не знаю, на мой взгляд, в общем, они работали достаточно соответственно моменту, да? Наверное, кто-то эти моменты, кто-то переходил куда-то. Но поверьте мне, ни в какой момент я лично редакторам ничего не говорил и программу для них не писал. У меня было чем заниматься в 96-м году. У меня в 96-м году была достаточно тяжелая производственная ситуация. У меня было достаточно того, чем я занимался как руководитель предприятий, точнее, на тот момент. У меня был большой производственный комплекс до ЮКСа. До ЮКСа. И, ради бога, вот отдали деньги, сказали, ребята, так сказать, наша задача избрать Бориса Николаевича. Чего люди делали? Ну вот спросите у тех людей, которые делали. Точно, что не государственному аппарату, потому что государственный аппарат снабжался деньгами за счет государственного бюджета. А в бюджете были на это деньги? Я так вот знаю. На что тогда сбрасывались олигархи тогда? На ту часть компании, которая осуществлялась частными структурами. Так, а какая часть программы осуществлялась не частными структурами? Ну вот то, что мы говорим про административку, где административка, вот я сейчас об этом много, ну не сейчас, тогда еще много читал. Не в 96-м году, естественно, тогда было не до того, а, так сказать, в последующие годы, что задействовался где-то административный ресурс, задействовалось государственное телевидение. Ну, это все делалось за счет государственных средств. И вы хотите сказать, что штаб к этому не причастен? Да откуда я знаю, насколько к этому причастен штаб? Я членом штаба не был, я в его работе участия не принимал. Если что, Михаил, у меня нет здесь цели принуждения к вине. У меня цель попробовать разобраться и дать, услышать вашу позицию. Просто там, где она, мне кажется, либо нелогичной, либо подозрительной, я понимаю. Я, собственно, и пристаю. Слушайте, я нормально к этому... И вот эта логика из серии, Путин попросил меня $50 миллионов. Ну, он там штаб собрался выдвигать его на 19-й срок в 2048 году. Я вообще ни при чем.
Я не причастен к тому, что они снова снова устроив дикий трэш на выборах, я понимаю разницу между теми выборами и путинскими, она есть, да. Вот. Но тем не менее, они там натворили вещей, не связанных никак с демократией, просто вели себя как не знаю кто, пользовались моими 50 миллионами долларами, но я ни при чем, я не ответственен за это. Это не так. Вот такая логическая связь, мне здесь кажется. Я думаю, слышите ее от Михаила Ходорковского, который так-то, мне кажется, склонен к тому, чтобы свои ошибки там, признавать, или там неточности, или что-то еще. Меня это удивило. Вот и все. Вы просто у меня спрашиваете, какую я вину Я чувствую... Не-не-не, принимаете ли вы претензии? Я так спросил. Принимаю ли я претензии к себе за ситуацию 96-го года? Я подумал, к себе претензии за 96-го года, вот за выборы 96-го года не принимаю, просто потому, что я в них не был задействован. Я, наверное, знаете, по-другому скажу. Я, наверное, принимаю претензии в той части, что я не был в них задействован настолько, насколько должен был. Вот надо было на самом деле бросить заниматься компаниями, это не ЮКС еще был, и идти заниматься реально выборами и стараться вот этот вот баланс, который мы убедили сдвинуть Ельцина со стороны чрезвычайного положения в сторону выборов, попытаться его сдвинуть дальше в сторону более-менее демократических выборов, потому что у Зюганова мы бы выиграли все равно. Вот. И я этого не сделал, потому что тогда ставил другие приоритеты. Вот в этом я принимаю претензии. Но это гораздо более глобальная претензия, почему я о ней не в этом разделе хотел говорить. Это гораздо более глобальная претензия того, что занимались предприятиями, экономикой, в то время, когда надо было заниматься строительством государства. Не были настоящими олигархами. Вернувшись, мне даже вот интересно было бы, как сегодня, или вчера, так сказать, если бы еще Пригожин был жив, и он бы пошел в президенты. Вот как бы сегодняшние все знающие и все понимающие с ним бы боролись, используя все методы или только часть. Это я не защищаю, так сказать, ту команду или те решения, которые принимались штабом, хотя бы уж потому, что я, еще раз хочу повторить, я не точно знаю и не точно уверен, какие решения принимались штабом, а какие решения принимались помимо штаба. Это надо спросить либо у Чубайса, либо, если говорить про нашего представителя в штабе, Шахновского Василия. Вот я не знаю, какие решения принимались, но мне было бы интересно, вот будь сегодня такая ситуация, будь вот там Юрий, вы, да, вот с той стороны Пригожин, который тоже, наверное, страной бы управлять не смог, но развалить ее мог бы прекрасно. Так. Вот какие бы вы решения? Я как журналист там был бы. Как член штаба. Ага, так, а давайте представим ситуацию. Допустим, живы и Пригожин, и Навальный, и они оба идут на выборы. Это очень интересный вопрос. Это очень интересный вопрос. Мне кажется, если вы хотите мой ответ, честный, у меня просто есть прививка опытом. И я понимаю, что мне кажется, что Пригожин гораздо страшнее, чем Зюганов тогдашний. Иммунитета тогда было меньше. Просто я представляю себе, вот что пришел бы один к власти, а то пришел бы другой, тем более в это время. И мне кажется, Пригожин гораздо страшнее. Конечно же, нужно было бы делать все, чтобы... то есть он не стал президентом, если это демократические выборы, но делать это так, чтобы потом такой разговор 28 лет спустя не случился у меня, у Навального, если бы он был бы жив, у всех других людей, которые имели бы к этому какое-то отношение. То есть вы бы лимитировали уровень пропаганды? Условно говоря... пропаганда какой? Использовать главный государственный канал для того, чтобы продвигать одного кандидата, продвигать Навального и делать нечестно таким образом? У вас была бы возможность, еще раз, я подчеркиваю, я не знаю, в какой мере штаб именно, а не администрация президента имела контроль над каналами, над государственным каналом, потому что
это совершенно не факт, что им эти полномочия передали. Ну, я просто не знаю. Но вот у вас есть возможность либо сыграть в отвязанную пропаганду на канале, который каким-то образом попал вам в руки, или приходит Пригожин, к слову, не недооценивайте ситуацию с Зюгановым. Там за спиной стояли баркашовцы, там, так сказать, нормальные ребята были сзади. Ничуть не лучше этого урода. Значит, ваши действия. Вот вы уже 2 раза с оружием в руках с ними дрались. Да? И вот сейчас, если вы проиграете, не используете пропагандистский канал, завтра вам придется брать в руки автомат. 3-й раз за вашу жизнь. Ну, я не хотел бы быть перед таким выбором, но еще раз, поскольку к тому моменту мы же как бы видимо, это бы условно, если бы люди были живы, оно бы произошло там и после этого интервью, и после каких-то предыдущих интервью, в которых я также возмущался тому, что в 96-м году демократию, это один из тот моментов, когда демократию переломили через колено, и все пришло к тому, что пришло, то я через неудовольствие, через неприятие должен был бы остаться последовательным и не прибегать к этой контрпропаганде. И мне кажется, у меня есть проверочный еще вопрос. Он, не знаю, насколько это не вопрос, это то есть проверочное подтверждение. Вы же понимаете мою позицию по войне, вы понимаете, насколько я против, насколько я там, считаю войну агрессивной, а тех, кто ее развязал, людьми, которые это делают. Но то, что мы снимаем 2 года, если сравнить это с другими каналами людей, которые уехали за границу, мы совсем не радикальный канал. Вы не радикальный, но... И это тоже потому, что понятно, что пропагандисты скажут, да ты что ты несешь, ты пропаганда, ты не знаю, ты кроме Вики Цыганова, 7 Цыгановых и Оскара Кучера никого не зовешь на интервью, хотя это не так. Просто не все соглашаются, не готовы согласиться, как Оскар Кучера или семья Цыгановых. Но просто мое восприятие жизни сейчас, оно такое, что даже когда происходит в мире важнейшее событие, когда ты не можешь молчать, который раздирает тебя и касается твоей жизни по обе стороны фронта, не хочется скатываться в пропаганду, потому что это западло. Не хочется. При этом количество пропагандистского контента, который выпускают ваши коллеги, уважаемые коллеги, по нашу сторону баррикад, оно не маленькое. И обратите внимание, представьте себе, вот к вам придет завтра Зеленский и скажет, даже не Зеленский, мэр Харькова, скажет, знаешь, вот, Юрий, если вы выпустите этот материал, то, может быть, Харьков не будут бомбить, потому что вас слушают на передовой, и вот мы считаем, что летчики не сбросит еще 15 этих дурацких многотонных бомб на Харьков. Но надо выпустить пропагандистский ролик. У меня есть и на этот счет. Мне часто обращались с похожими предложениями. Не мэр Харькова и не Владимир Зеленский, но мы всегда отказывались. При всей моей поддержке Украины. Ну, вы железный человек, поэтому я, к счастью, так сказать, не занимаюсь... Я ужасно себя чувствую. Особенно я забыл вначале сказать, что у нас белые декорации. Вот, не потому, что у нас будет разговор про белое пальто. Вот, но сейчас я себя чувствую просто в нем. Нет. Я каждый раз, когда вот я оказываюсь в таком положении, я мучительно и не всегда принимаю те решения, которые вот мне диктует, знаете, стандартные нормы. Я вам рассказывал, к слову, в рамках нашего вот этого разговора, я вам рассказывал про ситуацию с похищенными солдатами. Вот та же самая ситуация. Вот головой понимаешь, что делаешь неправильно, а все равно делаешь.
Вы не смотрели вторую серию «Предателей»? Поэтому Я посмотрю, честное слово. Поэтому вы не можете ответить на вопрос, насколько корректна версия Марии Певчих. Так или иначе, процитирую Михаила Фридмана из книги Михаила Зыгоря. «Было понятно, что это раздача собственности за просто так». Согласны ли вы с этой формулировкой? Я не согласен. Я вот, так сказать, мучительно пытаюсь запомнить фамилии. Не запоминаю, поэтому вот взял эту записную книжку с собой. Я попросил у коллег дать мне что-нибудь, какую-нибудь нормальную экономическую вещь, экономический обзор про залоговые аукционы. И Гуриев порекомендовал, не мне, он более общим образом порекомендовал своего соавтора. Вот его зовут Даниэль Трейсман. Он профессор Калифорнийского университета. Он в свое время написал статью, такую достаточно подробную, ну, сами понимаете, так сказать, соавтор Гуриева, он вряд ли, в принципе, по-хорошему относится к залоговым аукционам и всему подобному. Вот, он написал достаточно длинную экономическую статью с разбором этой ситуации. Я ее, так сказать, у себя выложу, чтобы сейчас вот просто... Так вот, там сказано, что претензии к залоговым аукционам можно предъявлять, но они точно не были проведены за нечестную цену. То, что Михаил Фридман говорит, это, конечно, связано с его всегдашней позицией о том, что я же не принимал участие в залоговых аукционах. Зато он принимал участие в аналогичной сделке в 1997 году, когда покупал Тюменскую нефтяную компанию. Я ее подробно не разбирал и не знаю, чего там было с ценой, но думаю, что, так сказать, ситуация была похожей. Так что Фридман в данном случае... Про цену ваш аргумент, что вот сколько они тогда стоили, сколько за них готовы были дать? Во-первых. Во-вторых, если они были куплены за явно несоразмерную цену, то это бы означало, что ни в какой момент потом цена этих активов не была ниже. А она была ниже? А она была ниже. Когда? В 98-м. Ну, когда упали цены. Вот в тот момент, когда они покупались, цены были в районе 12-15. Так. А в тот момент, когда цены были в районе 11... Мы про баррель нефти говорим сейчас? Да, баррель нефти. Да, баррель нефти. Цена была ниже. То есть для того, чтобы эти компании... В нефтяной части я сейчас про Норильский никель не говорю, просто потому что это отдельная история. А мы должны помнить, что кроме ЮКОСа там был Сургутнефтегаз, Лукойл, кто-то еще, Седанка, по-моему. Так вот, чтобы они стоили дороже, нужно было, во-первых, чтобы цена на нефть поднялась. Во-вторых, нужно было бы, чтобы правительство не ввело драконовского налогообложения. В-третьих, нужно было, чтобы коммунисты не победили и их не конфисковали. Ну и в-четвертых, нужна была такая мелочь, что эти компании нужно было привести в порядок. Потому что если вы посмотрите на график добычи в этих компаниях, да, она падала, потом вы тоже много раз говорили про это, что инфраструктура была ужасная, они были рассчитаны на одну добычу, она снизилась, и сама инфраструктура разрушается. Все так. Совершенно верно. Но сам факт, как это сделано. Компания Минотеп организовала залоговый аукцион, на котором компания же Минотеп стала владельцем компании ЮКОС. Никто в данном случае не скрывал. И если мы говорим про сам залоговый аукцион, в чем его была, собственно говоря, суть и для чего он был нужен. Там некоторые говорят, что это было для того, чтобы покупатели поддерживали Ельцина на выборах. Ну, сами понимаете, полная хрень, потому что были бы эти компании нам проданы, не были бы эти компании нам проданы, все равно Зюганова бы мы не поддерживали. Вот. Суть была в другом. Одна из ключевых проблем Ельцина перед выборами была в том, что основные производители
экспортного продукта, а это вот эти вот компании, не только не платили налогов, но они еще и не платили собственным работникам. И собственные работники были доведены 6-месячными невыплатами заработной платы до того, что они стали говорить о перекрытии экспортной трубы. Если бы в момент выборов была перекрыта экспортная труба из-за того, что людям просто зарплату не платят, если бы компании не начали платить налоги в тот момент, хотя бы как-то, то, ну, я не знаю, были бы вообще выборы, или просто бы произошло что-то, что произошло в 2017 году в Санкт-Петербурге, когда нехватка хлеба привела к выходу людей на улицы. Поэтому цель была именно в этом. Вы согласны, что владельцами компании становились люди путем совершенно мошеннической схемы? Никакой мошенничества не было. Всем было абсолютно прозрачно и понятно. Вот всем было сказано, что публично, причем достаточно, что, ребята, есть компании, мы не можем там поменять красных директоров, мы не можем сделать ничего. Пойдите с ними, договоритесь, чтобы они согласились, что вы их забираете. При этом вы отдадите нам все деньги, которые у вас есть. Так. Сколько вот есть, столько отдадите. И потом вы эти компании, если вам удастся сделать то, что от вас требуется, а я сказал, что требуется, то эти компании перейдут вам. Не целиком, но в той части, в которой пакет принадлежал. Это было абсолютно понятно и абсолютно прозрачно высказано. То есть это просто было записано. Татьяна Лысова говорит следующее. Журналистка экономическая, много лет поработала в «Ведомостях». Знаю это. Я была на пресс-конференции, которую давали победители залогового аукциона. Я задала ему, Ходорковскому, вопрос про ЮКОС. И вдруг Ходорковский начал формально отвечать, что он руководит банком, а банк не управляет нефтяной компанией. Это был такой булшит, что я не скрывала своего разочарования. И вдруг после пресс-конференции Ходорковский подошел ко мне. Он подошел объясняться, как бы почти извиняться, что он мне врал. Ему некомфортно врать. Да. И что? Я действительно на вот этих вот пресс-конференциях был, и, к слову, потом на многих других, был вынужден говорить то, что я должен был говорить. Так сказать, да, мне предельно некомфортно было часто говорить то, что от меня требовали юристы. Вот, ну, требуют, я это говорю. Но это же никаким образом не меняет ситуацию, что и Лысова, и другие журналисты прекрасно понимали, что договоренность вот такая, как она есть. Никто не думал, что Лагуна – это не Минотеп. Никто не думал, что кому-то другому уйдут эти предприятия, если нам удастся застабилизировать работу. То есть это было публично и широко известно. Мошенничество – это когда кого-то вводишь в заблуждение. А здесь, да, вот таким образом это было решено. Это может не нравиться, и, наверное, это должно не нравиться, потому что там было совершено несколько ошибок, о них можем поговорить. Я бы сделал по-другому на месте правительства. Но правительство решило именно так. И это было известно всем. Как бы вы сделали? В чем ошибки? Компаний, которые нужно было вытянуть, было порядка 40. Рук, чтобы с этим справиться, было гораздо меньше. У нас было человек 12. Те же самые альфовцы, они отказались, ну, потому что рискованно, по-настоящему риск был. Риск то, что через полгода Зюганов придет и отберет? Риск был, что Зюганов придет. Риск был то, что ты, когда поедешь в эти компании, тебя там просто грохнут. Риск был то, что, так сказать, ты не справишься, и у тебя произойдет социальный взрыв, и это закончится тюрьмой. Рисков было до хрена. Так сказать, и все мы эти риски отдавали себе отчет. Риск финансовый в этой ситуации был, так сказать, самым маленьким. Да, уйдешь без штанов, но это как бы для нас это был меньший риск. Самый большой риск просто убьют. Поэтому в конечном итоге согласилась даже меньше, чем начинала. А рук не хватало. И, собственно говоря, поэтому все 40 компаний мы не смогли взять.
да, просто, ну вот, физически не хватило рук. То есть с этим ничего не сделаешь. Вот то, что можно было сделать, да, и предлагать неконтрольный пакет было тоже нельзя, потому что я бы, если бы у меня не было контрольного пакета, я бы не чувствовал достаточных полномочий, я просто бы не взялся Вы говорили, за эту историю. То, что можно было сделать, можно было предложить меньший пакет в собственность и остальное в траст, ну, в доверительное управление. И я бы, наверное, если бы мне предложили бы, мне на команду нужно было 30%. То есть, если бы мне предложили бы 30% в собственность, остальное в управление, я бы, наверное, согласился. Просто правительство в этом смысле не доторговалось. Почему так много людей считают, что все участники залоговых аукционов обворовали людей, населению? Хороший вопрос. Ну, может быть, потому что это и выглядит, и есть воровство? Ну, наверное, потому что если вам что-то не принадлежало, то у вас это украсть и невозможно. Но, видимо, вы почему-то так считаете. В какой момент нефтяные компании принадлежали людям? В Советском Союзе, очевидно. Да. Людям вы имеете в виду как гражданам? Да. Ну, это была все-таки государственная собственность, из которой в идеальном мире люди должны были бы что-то получать. Знаете, в идеальном мире много чего должно происходить. А вот эту линию как раз занимал Борис Абрамович Березовский, который говорил: нахрена вам собственность? Вам не нужна собственность. Собственность – это то, чем я управляю. Вот если я управляю, то это и есть собственность. А никакая другая собственность, кроме контроля над финансовыми потоками, мне не нужна. Поэтому то, что было в Советском Союзе, предприятия были собственностью номенклатуры. После Советского Союза они стали собственностью красных директоров. Ни в какой момент они собственностью граждан не были. Они могли стать собственностью граждан. И вот здесь был вопрос, естественно, к правительству. Какую часть этой собственности оно готово было отдать управленцам? Надо понимать, что они умудрились допустить ошибку, из-за которой, собственно говоря, я и ушел. Вот я вам говорил в начале интервью. То, что они начали приватизацию вот этих вот промышленных комплексов, которыми были, в частности, вертикально интегрированные нефтяные компании, по кускам, что было дикой ошибкой. Потому что когда у тебя Соединенные Штаты Америки, где добывающие мощности рядом с портом, перерабатывающие мощности рядом с портом, с бытовые мощности, естественно, тоже ты можешь довести по воде, то у тебя хорошо можно устроить отдельный бизнес на добыче нефти, отдельный бизнес на переработке и отдельный бизнес на сбыте. А когда у тебя сухопутная держава, и все это соединено одной трубой, то разламывать вот этот вот производственный комплекс, добывающий, перерабатывающий и бытовое, могли только идиоты. Вот меня это дико взбесило. И в тот момент, когда ситуация пришла к 1996 году, там же в чем была дикая ситуация? Добывающее предприятие, оно может придержать добычу, один день. В пределе 2. Накапливать негде. После этого надо останавливать скважины. Перерабатывающее предприятие может накопить у себя нефтепродуктов на неделю максимум. Да? И если они между собой, и плюс бытовой еще, не могут договориться по цене, потому что инфляция, и непонятно, по какой цене друг другу передавать, то до того момента, пока они договорятся, скважины уже заморозят, завод, ректификационные колонны схлопнутся, и потом это все не восстановить. Вот это была та ошибка, которую они совершали, когда проводили приватизацию по кускам. И к тому моменту, когда мы перешли к этой сделке по продаже компаний,
то оказалось, что главные компании, тот же ЮКОС, он не владеет контрольными пакетами в добывающем предприятии и не владеет контрольным пакетом в перерабатывающих предприятиях. То есть я получил 78% в конечном итоге компании, которая в свою очередь владела 37% акций в добывающих компаниях. Ну и там, по-моему, 50 или что-то около того процентов акций в перерабатывающих компаниях. То есть этого холдинга де-факто не существовало. Тем не менее, можно было договориться передать часть имущества в траст. То есть, когда вы говорите, чтобы я сделал по-другому, во-первых, я бы сразу их приватизировал как комплексы. Во-вторых, я бы их приватизировал бы, сначала передав подавляющую часть в пенсионный фонд или какой-нибудь другой фонд, который бы поддержал эти акции до того, когда там лет за 5-7 граждане бы пришли в чувство и поняли бы, с чем они имеют дело, после чего можно было бы уже передавать их населению. И только вот такой пакет, который по тем временам был, ну, я думаю, что 30%, я бы передал бы реально менеджменту для того, чтобы, ну, как бы получить хороших управленцев на этот блок. Вот если бы я делал, я бы делал вот так. Но мы на этом, вежливое слово, поругались в 92 году, и я ушел. Но финализируя тему залоговых аукционов, максимально просто и в лоб. На ваш взгляд, залоговые аукционы — это честно? Это неправильно. Это неправильно. То есть это честно с той точки зрения, что все было в этом смысле всем понятно. Это несправедливо. Вот, наверное, вот это правильное слово. Это несправедливо. Справедливо было бы по-другому. По-другому, так, как вы сейчас описали? Да, так, как я сейчас описал. Вот это было бы справедливо. Дать большую часть людям, меньшую часть менеджменту, при этом менеджменту отдать это в управление, а людям дать время освоиться с ситуацией, только после этого передавать им эти акции, чтобы они уже могли, понимая, что они с этими акциями могут делать, уже ими могли распоряжаться. Это то, как в Чехии сделали. И я абсолютный сторонник чешского варианта. Вопрос не из серии «Белого пальто», а мне просто интересна мотивация. Что чувствуешь, когда участвуешь в несправедливом, от которого зависит так много всего вокруг? Сейчас попробую объяснить. Даже не знаю, как вам. Я понимаю, это не объяснение, но попробуйте встать на место другого человека. Вот я с детства мечтал быть директором завода. Вот с детства. Вот в детском саду у детей спрашивали, кем вы мечтаете быть? Космонавтами, летчиками. Я сказал, директором завода. Получил кличку директор до конца детского сада. Я до этого руководил банком. Не понравилось. Потом была Висма, потом был Апатит. И вот теперь мне предложили охренительное предприятие, в 10 раз больше, чем то, что я делал до этого. То есть до этого у меня было 15 тысяч человек коллектив, а здесь предлагают возглавить предприятие, где 150 тысяч человек. Ну, это мечта всей жизни. Вот понимаете, это просто, вот это мечта всей моей жизни. Вот я не знаю, если бы не было интернета вообще, а вам бы нравилось заниматься интервью так, как вам, я думаю, нравится, и вам бы, так сказать, вот вы работали бы, так сказать, на радио, да, там, занимались бы чем, вам бы предложили возможность делать интервью на Первом канале. Ну вот писец. Интернета нет. А интернета нет, это единственная возможность. Я не знаю, как бы я себя повел. Вот для меня вопрос того, что это деньги, вот он вообще не значил ничего. Это мне дают то, о чем я мечтал всю свою жизнь. И ты не думаешь о том, что это несправедливо? И ты не думаешь о том, что это несправедливо. Потом тебе это приходит, потом ты это переосмысливаешь, особенно после 98-го года. В общем, потом. А в тот момент
моя прелесть. Я это хотел всю жизнь. Вы много раз рассказывали про компенсационный налог, который вы предлагали в начале нулевых. Вы принесли его Касьянову. Касьянов, который тогда был премьер-министром, он его показал Путину. Путин его решил решил на это не идти. Я так понимаю, ваша версия для того, чтобы не перерубать эту удавку, этот поводок народной нелюбви, который был у всех бизнесменов из 90-х. Я уверен, что это так. Да. Какую сумму вы готовы были заплатить? В тот момент у нас была капитализация вот нашей части, она была 15 миллиардов, имеется той, которая нам принадлежала. И мы готовы были с своей стороны отдать от 5 до 7. Миллиардов? Да. Остальные участники... Суммарно там речь шла о 25 миллиардах. Что другие люди? Потанин тоже должен готов? Ну, я говорю, суммарно люди были согласны отдать 25 миллиардов. Ну, суммарно все вместе. Вот я свою помню, так сказать, цифру. Про остальных я не помню, я помню целую, общую цифру. Как это выглядело? Как вы приходили к решению? То есть встречаясь там с Потаниным, с всеми остальными? На РСПП. Российский союз промышленных предпринимателей. И все, кто участвовал Да. Они были готовы? Да. Ну, вот прям все? Ну, никто не сказал нет. То есть я когда шел, я шел с поддержкой от РСПП. Честно. Я очень рассчитываю на честный ответ. Это было эмоциональное или рациональное? Ну, конечно, рационально, То абсолютно. есть вам просто хотелось освободиться от... Да, конечно, перевернуть мнение о себе? Даже не мнение. Хотелось закрыть вопрос нелегитимности или недостаточной легитимности в общественном мнении приватизации, потому что мы считали, что это позволит сделать право частной собственности более надежным. То есть мы готовы были платить приблизительно от трети до половины состояния за надежность. В предателях этого вообще нет, кажется. Я хочу коротко еще спросить про офшоры. Угу. Выводили ли вы прибыль, которую получали в офшоры? Прибыль, да, часть прибыли у нас была на офшорах, да. Какая? Мне сейчас сложно сказать. Какой это мотив? Немного. Налоги или безопасность капитала? Там было несколько историй. Там же вопрос, в общем, понимаете, значит, если бы у меня была возможность вывести всю прибыль в офшоры и минимально платить налоги, в тот момент я бы это, конечно, сделал. Такой возможности не было. Потому что, во-первых, мы отдавали себе отчет, что на нас висят наши города, где мы работаем. Там, вот в тех городах, где мы работали, там порядка 2 миллионов человек жило. Ну и если не платить налоги, то просто будет жопа. Значит, во-вторых, мы понимали, что на нас висит серьезная ответственность за формирование федерального бюджета. Один ЮК сформировал 5% федерального бюджета. То есть мы прекрасно понимали, что если, так сказать, мы не будем платить налоги, то все грохнется, и, так сказать, и мы грохнемся вместе со всем. Да? То есть, условно говоря, желание уменьшить налоговое бремя и осознание того факта, что здесь есть некие границы, которые не надо переходить, оно было, в общем, достаточно... Здесь искался компромисс. И компромисс искался, собственно говоря, в наших разговорах с Министерством по налогам и сборам, когда оно было, до этого с Министерством финансов. Ну, а как это выглядело? Они говорили, друзья, можно ли не все? Нет, они говорили, значит так, друзья, мы считаем, что вы должны, вот вы публикуете отчетность по ГААП,
ну, то есть где консолидированная отчетность, где видны все офшоры, все, так сказать, внутренние операции. В отчетности по ГААП видно все. То есть за ее пределами нет ничего. Они говорят, мы вот эту вот вашу отчетность по ГААП берем, и мы считаем, что вы должны платить где-нибудь приблизительно 33-35% от выручки. Мы говорим, вы что, трехнулись? А мне на реновацию надо 30%, а мне надо на, так сказать, новые месторождения еще, а еще дивиденды какие-то я должен все-таки худо-бедно. Они говорят, ну, знаете, вот, так сказать, ниже 32 мы пойти никак не можем. Ну и как-то в процессе живого человеческого торга, так сказать, нас отжимали до некой величины. После чего я каждый квартал отчитывался о той сумме, которую я выплачиваю. Вывели? Нет, выплачиваю. Дэвид Хоффман написал в свое время книгу «Олигархия». Дэвид Хоффман был руководителем Московского бюро «Вашингтон-Пост», и, если я ничего не путаю, он пулитцеровский лауреат за следующую свою книгу после этого. Он писал: кроме того, в 1994 году Ходорковский приобрел 20% акций международной компании по доверительному управлению инвестициями Walmet Group со штаб-квартирой в Женеве, имеющей филиалы в Гибралтаре, на Кипре и на острове Мэн, и других финансовых центров, которые обслуживали клиентов, желавших уйти от налогов и боявшихся разоблачения. Здесь все корректно? Да, да. И финальная цитата, ну, как бы, которая структурирует время. Прокомментируйте, насколько корректно вот это иллюстрирует то, что тогда происходило в крупном бизнесе. Офшорная сеть Ходорковского была типичным явлением для крупного российского капитала. Все остальные олигархи и тысячи других российских предпринимателей делали то же самое, хотя многие не в столь крупных масштабах. Согласно самым грубым подсчетам, из России ежемесячно переправляли за границу до 2 миллиардов долларов с помощью телеграфных переводов, фальшивых импортно-экспортных документов, экспорта нефти и другими способами. Это явление, известное как бегство капитала, стало одной из самых изнурительных болезней России в 90-е. Сколько здесь правда? Так все происходило примерно? Я просто сейчас думаю, сколько правда. Да, в общем, не очень много. Смотрите, то есть какая-то часть есть, какая-то нет. Смотрите, во-первых, как я уже сказал только что, мы публиковали отчетность по ГААП, и эту отчетность видели все желающие, потому что она публично доступная. То есть весь объем наших средств, как в офшорных, так и не офшорных, их видел каждый желающий. И до сегодняшнего дня может увидеть, то есть легко можно зайти, так сказать, если у кого-нибудь из расследователей возникнет желание, могут зайти, найти отчетность по ГААП и на нее посмотреть. Это вот с 99-го года она так уже полноценно делалась. До 99-го года говорить о выводе каких-то средств было абсолютно бессмысленно, потому что была настолько плохая ситуация, что выводить было нечего. Де-факто мы субсидировали компанию. Ну, вы про ЮКОС. Да. Компанию-то для офшорную вы купили еще в 1994 году. Ну, офшорная компания сама по себе ничего не значит. Ну, вы же не просто так его купили. Это же не квартира на море. Нет. Какие-то деньги там от Минотепа вы же туда выводили? Значит, офшорная компания, вас сейчас интересует ЮКОС или вас интересует... Вообще подход, меня интересует подход, дух времени. Дух времени. Значит, смотрите, денег за границей, тогда была базовая проблема, собственно говоря, с которой мы сталкивались. Налоги не были настолько большой проблемой, потому что были внутренние офшоры. Если можно было что-то сэкономить, можно было сэкономить и внутри страны. Там были другие ограничители. То, что действительно было большой проблемой, это то, что была обязательная продажа валютной выручки. И если вам нужны были деньги для импорта чего бы то ни было, то вам было намного надежнее эти деньги задержать за границей. Но при этом вы должны были понимать, что деньги, лежащие за границей, вам в лучшем случае по тем временам приносили там 2-3% годовых. А деньги, инвестированные в России, если, так сказать, все получалось удачно, они могли там и 20, и 30% годовых приносить. Поэтому, конечно, были люди, которые
предпочитали безопасность и хранили деньги за границей. В этой части, я думаю, Хоффман прав. Но это люди все-таки были возрастные. Так. А более молодые, те, кто добивались успеха, они, естественно, все эти деньги инвестировали в Россию. У меня в момент кризиса 1998 года за границей было 5 миллионов всего на всю компанию. 5 миллионов долларов. Да, это вообще ничего. То есть мы это срабатывали за один день. Один день съедала компания 5 миллионов долларов. Поэтому рассказывать, что эта система была для того, чтобы это была постоянная утечка капитала, это ошибка. Это была конверсия капитала через Запад. И Ну, вот в том числе конверсия. в основном. То есть вы хотите сказать, что меньшинство пользовалось это тем, чтобы припарковать деньги в другом месте, да еще и где налоги не надо в то время, да. В то время, понимаете, настолько была велика разница между доходностью в России и возможностью за рубежом, что те, кто использовали это для того, чтобы припарковать деньги, они очень быстро вылетали с рынка. Ну, наверное, кто на пенсию выходил, наверное, парковал. Коротко, сейчас ваше отношение к офшорам? Ну, я считаю, что это очень важный инструмент для конкуренции между государствами и частным бизнесом. Вот прямо очень важный инструмент. То есть я вообще в этом смысле всегда был сторонник государства социального, но не социалистического. Я считаю, что идея государств, что они лучше знают, куда инвестировать, это поганая идея. Они не знают, куда инвестировать. Их дело коммуналка, социалка и так далее. А они все время пытаются себе все вытянуть. И для того, чтобы они не могли вытянуть себе все, для того, чтобы между разными государствами существовала конкуренция с точки зрения инвестиционного климата, для того, чтобы налоги все-таки были в каких-то разумных рамках, для этого существует целый ряд механизмов, в том числе офшорные механизмы. Государствам они не нравятся, но для бизнеса это важный элемент вот этой вот глобальной игры с государствами. И поэтому, да, если бизнес ответственный, то есть если он понимает, что там я не должен за год уничтожить предприятие, да, я не должен использовать офшоры для того, чтобы угробить страну, да, потому что мне и город нужен, и предприятие нужно, и страна мне нужна. И поэтому я вот должен как-то балансировать интересы и тех, и других. И, естественно, это идет и в рамках парламентского дискурса, и с правительством. То есть если этим не злоупотребляют, вот как и любое лекарство, если им не злоупотребляют, оно полезное. Если им начинают злоупотреблять, тогда это плохо. Ваша реакция на «Предателя». При этом вы посмотрели только одну серию. При этом вы несколько раз высказывались по этому поводу. Несколько цитат. А что вы сделали в свои 30 и 40? Что вы сделали, чтобы сломать хребет путинскому режиму? Шли под пули? Обращаетесь вы к Марии Певчих и в целом, возможно, там, к какому-то коллективному разуму, который... К комментаторам. Комментаторам, да, которые солидарны с Марией Певчих. Под какие пули шли вы, Михаил? В моей жизни это было много раз, но вот из того, о чем я там говорил, это был 91-93. В 91-м я точно думал, что нас там всех положат. В 93-м тоже могли вполне себе положить баркашовцы, они, в общем, не шутили и, так сказать, постреливали достаточно здорово. Но насколько вам кажется корректным такое обращение к, допустим, ФБК, учитывая, под какими рисками они существовали в России все время до начала войны, они уехали, допустим, за год до этого, они, на ваш взгляд, не рисковали? Я в данном случае обращался именно к комментаторам. Вы обратите внимание, вот если вы посмотрите текст, там Мария много чего
Чего? Ну, звучит это, как будто вы не только к нему обращаетесь, как будто вы обращаетесь в том числе к создателям фильма, а я просто понимаю, что фильм создавал, там, например, не только Мария, да, которая, может быть, там, большую часть времени она там была либо не публичной, или жила в Лондоне, но, условно говоря, редактор фильма, если я ничего не путаю, это Кира Ярмыш, которая сидела там, то под домашним арестом, то под спецприемниками, то у нее случилась уголовка, она чудом выехала. И таких там очень много людей. И еще раз. Они рисковали своей свободой и своим здоровьем. Юрий, я же сказал, я там в какой-то момент сказал, если вы просматривали мои комментарии, да, то я в какой-то момент в одном из комментариев сказал, что вообще я 3 раза на эту тему выступал. Значит, я сказал, что да, я сначала на первую серию отреагировал очень резко. И, видимо, слишком резко. Надо было более четко формулировать, к кому и с чем я обращаюсь. Резко отреагировал я, как раз там в первой серии меня практически не задели. Так сказать, и на себя, знаете, я бы так не отреагировал, потому что, в общем, меня там поливали тот, кто был в Мещанском и в Хамовническом суде, тот, в общем, уже ко всему привык. Но меня дико расстроило отношение к эпохе, отношение к Борису Николаевичу. Я все про него понимаю. Может быть, даже больше, чем вы, при всем том, что вы этой эпохой занимаетесь. К слову, знаете, вот с этим сейчас придется столкнуться после этой войны. Вот для меня Борис Николаевич – это не только царь, не только человек, который во многом дал всем и мне свободу, который Горбачев не хотел или даже и не мог дать. Он еще был боевым командиром. Вот это был человек, вместе с которым там я рисковал жизнью. Вот он рисковал жизнью, и я рисковал жизнью. И чисто психологически оказалось, что через это переступить даже сейчас, вот мне уже 60 лет, даже сейчас мне предельно тяжело. Меня сорвало, да. Меня сорвало просто потому, что вот эта вот память совместных рисков, совместного ожидания тюрьмы или смерти, она вот так даже спустя там 30 лет раз и триггернула. А сейчас таких людей миллион. Миллион. Тех, кто вот сейчас проходит войну. То есть... И эта проблема будет дикая потом, потому что я вот не знаю, это нам всем предстоит думать, как с этим работать. Ты людей, которые вот через такое прошли вместе, потом их очень трудно убедить, что они сделали что-то неправильно, не так, и надо осудить. То есть, грубо говоря, если представляем, что война закончится, режим рушится, люди, которые были в одной окопе, возвращаются... А ты им скажешь, Суровикин гад. Они скажут, я тебя сейчас грохну за это. Ты ему скажешь, ну он же действительно гад. Они скажут, не, мы с ним вместе в окопах. То есть для вас вот это вот ощущение одного окопа, которое было политического, условно говоря, в начале 90-х, она закрывает глаза на все, что было во второй половине 90-х? Она не закрывает глаза. Я все это понимаю. Вот понимаете, я все это понимаю, я все это рефлексирую, я все это оцениваю, ну там чуть где-то похоже с тем, как оцениваете вы. В некоторых местах мы расходимся, но я это все оцениваю. А вот на эмоциональном уровне, оказывается, нет. Ого. Вот на эмоциональном уровне даже мне это тяжело. И поэтому за Ельцина я вписываюсь сразу и не думаю, а думать начинаю потом.
у вас еще одна была цитата, но если вы тоже скажете, что это эмоции, но я считаю важным им проговорить. Извольте уважать, в том же спиче, который у вас был, извольте уважать таких людей, как Гайдар, как Ельцин, как Немцов, наконец. Да, они, все мы ошибались, да, все совершали разные не очень хорошие поступки. Их могут предъявить претензии те, кто, как и они, стояли под пулями, чтобы, помимо прочего, вы сегодня смогли заниматься бизнесом, ездить по миру, пользоваться сетью, наконец. Ну вот Ельцин и Гайдар и возможность пользоваться интернетом, ну это как-то какая-то странная связь. Не странность. Но это... Это даже не преувеличение. Интернет есть даже, пусть и там перезаблокированный всеми возможными способами, в весьма коммунистическом Китае. А во-вторых, вам не кажется то, что предъявлять за общечеловеческий прогресс, точнее, связывать общечеловеческий прогресс с какими-то конкретными людьми, это абсолютно из той же аргумента, как прошла весна, настало лето, спасибо Путину за это. Не согласен. Вы могли прожить всю жизнь в Советском Союзе, и общечеловеческий прогресс позволял вам летать по всем странам мира, фотографировать то, что вам нравится, так сказать, заниматься, чем вам хотелось. Да. Я сейчас говорю привожу пример. Да. Да? А в конкретной ситуации вы этим человеческим прогрессом пользоваться не могли. Вот то же самое, я вас уверяю, что если бы Борис Николаевич тогда не принял на себя риски и не оказался бы достаточно вдохновляющим для того, чтобы мы все встали за ним, и к власти пришел бы какой-нибудь Крючков, это тогдашний руководитель КГБ, то страны бы хватило бы еще лет на 20-30, я думаю. Только никакого доступа к интернету вы бы имели бы, мы даже не Китай. Да и в Китае было бы немножко другое, потому что Китай тоже, так сказать, во многом следствие перемен в Советском Союзе. А либерализация Китая во многом с этим связана. Они посмотрели, что происходит в иной ситуации, и решили сделать это контролируемо. Так вот, если бы этого не было, вы бы интернет по карточкам получали. Дали вам, только не по кредитным карточкам, а вот как было в свое время. Вам выписана карточка на 2 часа пользования сайтом, так сказать, Россия, ура.ру. Захотите, зайдите за следующей карточкой. Если вы добросовестные комсомольцы, хорошо сдали экзамен по истории КПСС, вам дадут 2 карточки. Так что, извините, я в данном случае считаю, что сказал вот как вот есть. Вам не кажется, что резонанс этого фильма, он показал, что вот сейчас появилось целое поколение людей в России, или из России, у которых немножко другой подход к политике. И это поколение, у которого есть запрос на политиков других. И им хочется, чтобы политика была, чтобы там было больше прозрачного и порядочного. И они не готовы мириться с тем, что, вот, например, человек моих взглядов, допустим, там, за реформы, там, за все остальное, но с одной стороны, а с другой стороны он совершает какие-то преступления. И именно это проговаривает фильм «Предатели», и именно поэтому он резонирует такому большому количеству людей. И именно поэтому реакция на него так разделилась. Вот условно оппозиционная часть населения, там, условно, либералы, которые чуть постарше, которые застали 90-е, они очень громко на это реагируют и там шлют самые разные, кто проклятия, кто просто гневные рецензии авторам. А те вот самые 30-40-летние, про которых вы в своем эмоциональном комментарии говорили, они это воспринимают по-другому. Потому что с ними это резонирует. Они видят нечто, что очень близко и их ощущениям, и их запросу. Я думаю, что, во-первых, вы без всякого сомнения правы. Если бы это не резонировало их запросом и их ощущениям, то, наверное, эти бы 30-40-летние
на это реагировали несколько иначе. Каким запросом? Это немножко другой вопрос. И об этом, наверное, стоит всерьез поговорить, когда вот эта вот вся история с фильмом, комментариями к нему, она подвергнется серьезному анализу. Меня комментарии вот этих вот 30-40-летних, вот с первого прогляда, я этим специально не занимался, не вдохновили. Я считаю, к глубокому сожалению, что во многом те, кто комментирует этот фильм, говорят не о том, что нельзя совершать преступлений. Нельзя совершать преступлений, ну, все согласны. Все против преступлений. Все нормальные люди считают, что жить в правовом государстве лучше, чем жить не в правовом государстве. Но потом все это распадается, потому что выходит один человек и говорит: я за диктатуру закона. И все: ура! А вот диктатура закона – это не правовое государство. А в правовом государстве, на секундочку, иногда преступление, имеющее все характеристики объективного состава преступления, не признается преступным, ну, потому что нет субъективной стороны соответствующей. Да? Или потому что, так сказать, причиняемый ущерб меньше ущерба предотвращаемого. Да? И что? Мы против этих преступлений тоже. Вот машина, там автобус упал в реку. Тот, кто выламывает дверь и разбивает окна, по объективному составу, да, совершает преступление. Он разбивает окна в автобусе. А по фактическим обстоятельствам, по субъективному составу, он спасает жизни людей. Что преступление? Поэтому я призываю относиться к этому вопросу не вот так вот абстрактно. Мы против преступлений. Да все против преступлений. Да? Что есть преступление, а что есть необходимость. И вот здесь я боюсь, что те комментаторы, которые выступают, они выступают многие. Еще раз, вот сейчас я уже не эмоционален, поэтому я все-таки ограничиваю. Далеко не все, там не обобщаю. Очень многие комментаторы выступают, на мой взгляд, с такой ошибочной позиции, что вы, поколение отцов, нам, поколению ваших детей, уже престарелых, правда, детей, потому что им там 40 с копейками, вы нам не передали страну в том виде, в котором нам бы хотелось, чтобы вы нам ее передали. Вот это, вот такая вот иждивенческая позиция меня не радует. Потому что я, повторюсь, родился при Хрущеве, прожил жизнь при Брежневе. Да? И мне в голову бы не пришло предъявлять претензии к своим родителям, что они мне страну не в том виде передали. Я то, что мне не нравится, своими руками старался изменить. Хорошо пытался изменить, плохо пытался изменить. Где-то вы меня за это осуждаете, где-то ругаете, где-то я сам себя ругаю, осуждаю. Тем не менее, я не говорил, что вот те виноваты. Я должен делать что-то. Когда нам говорят в комментариях, опять же, к этому фильму, что это для того, чтобы предотвратить, чтобы этого не случилось впредь, я для себя задаю вопрос, а что именно не случилось впредь? Вот о чем говорится, что не должно случиться впредь? Вот я, опять же, слышу. Такая приватизация, такие выборы, такие залоговые аукционы. Такой приватизации уже не будет. Такой, откуда? Не факт. Таких залоговых аукционов, таких уже не будет. Да? Более того, так сказать, базовый вопрос, будут другие. Может быть, они будут хуже гораздо. Может быть, они будут гораздо хуже. Ну, тогда, может быть, это вообще о другом диалог. Возмущение у людей другое. Я не хочу там свое восприятие сейчас транслировать на всех, но я точно ловил это в комментариях. В целом же это просто разговор про норму. Про то, чтобы обсуждать, что в 90-е могло быть нормой,
в том числе там, для наших коллег, которые сейчас возмущаются там, этим, хотя я уверен, что для них тоже это не было нормой. А что не норма? Не норма, когда страной руководит не президент, а его дочь и руководитель его администрации. Не норма, когда власть передается по наследству, и главный критерий выбора этой власти в том, чтобы семья сохранила себя в безопасности. Не норма, когда есть олигарх, который содержит эту семью, и причем в том числе продолжает это делать после того, как президент уходит. Это не норма. Вот про это, когда мы говорим про власть. Не норма, когда... Может быть, говорить о том, что это не норма спустя 30 лет, после, это уже недостаточно. Может быть, имеет смысл говорить о том, что сделать для того, чтобы это было по-другому. Вот, может быть, об этом надо говорить. Потому что, не норма, да. И что? Ельцин оказался, так сказать, помните, как у нас традиционно, не отцом, да, а сукою, да? Окей. Путин оказался тоже, так сказать, вроде казался изначально, многим казался, так сказать, не всем, классным парнем, оказался тоже не отцом, а сукою, да? Теперь на ком-то еще проэкспериментируем. Люди, которые делали этот фильм, они, по-моему, есть что ответить. Они команда политиков, в которой был лидер, который жил так, и когда в тот момент, когда он был максимально близко к власти, когда он был допущен к выборам, и потом, когда он пытался в эту власть прорваться, он жил как политик, которому в этом смысле нет вопросов. Вокруг него появлялись политики, либо в его организации или нет, типа Яшина, типа муниципальных депутатов и всех остальных, про которые ты понимал, это власть, которая ходит по той же земле, что и ты, для которых 90-е точно были бы не нормой. Вот, они являли собой пример. Может быть, не все, но они, по крайней мере, показывали, как может быть со всеми своими косяками и прочими проблемами. Я в данном случае как раз и хотел бы сказать, что вот здесь самая опасная ситуация. Вот здесь вот то, что меня начинает по-настоящему волновать. Потому что история хорошо, важно, но это все-таки то, что уже было. А вот выводы, которые мы из этого делаем, это действительно стоящие. Я не хочу сейчас говорить про человека, который заплатил жизнью за то, что он делал, просто не хочу. Да? И про его товарищей тоже сейчас я говорить и обсуждать их персональные дела не хочу, потому что это ни к чему позитивному не приводит. Но давайте посмотрим на тех людей, которые пришли к власти в начале 90-х. Я в данном случае имею в виду и Ельцина, и Гайдара, и Чубайса. И очень много я могу называть. Посмотрим на них до момента прихода к власти. Все они ходили по той же земле. И власть их изменила? Власть их изменила. И мы это наблюдали с вами в течение вот этих 30 лет по отношению к очень многим людям, которые приходили во власть. Да, вот не были, приходили во власть, и власть их меняла. Может быть, надо сделать другой вывод. Тот вывод, который сам Навальный, к слову, сделал в своем материале «Вашингтон-Пост» из тюрьмы, когда он сказал, что «я считаю, что для России будет правильно парламентская республика». Правда, после этого выступала Певчих и сказала, у вас же, и сказала, что ее политическая программа «Навальный будет президентом, а дальше он все сделает правильно». Вот это мне не понравилось, я тогда высказался. Потому что тот вывод, который я лично сделал для себя, и тот вывод, который я всячески пропагандирую, книги пишу об этом, говорю, так сказать, как могу. Главное – это система сдержек и противовесов. Страна большая,
система сдержек и противовесов должна быть многосторонняя. Никогда больше у нас не должно быть одного человека, который нам показался таким классным, таким замечательным, такие он слова говорит замечательные, так он живет в однокомнатной квартире и ходит в штопанных штанах. Да? Вот никогда больше не должен один человек получить несбалансированную власть. Система сдержек и противовесов. Парламентская республика, разделение властей, федерализация. Вот этот вывод для себя надо сделать. Вот к этому надо призывать. Вот это называется «никогда больше». Нормальный, справедливый суд, а не ситуация, которая меня искренне взбесила в комментариях, опять же. Мария на себя, так сказать, отнесла. Я согласился, пускай и она на себя это отнесет. Когда комментировали этот фильм, вопрос был задан. А почему не спросили самих людей? А почему не спросили других свидетелей? И в комментариях массово появилось. А чего их спрашивать? Они же точно будут врать. И вот тут... И вот здесь я сказал, что люди, те, которые считают, что можно судить, не спрашивая другую сторону, не должны судить вовсе. И тут к самому финальному вопросу по этому поводу перейдем, которым я хотел подытожить. Все так, если мы говорим про журналистское расследование или исследование, то, разумеется, нужно обе стороны. Но не кажется ли вам, что фильм «Предатели» надо воспринимать ни в коем случае не как исторический материал, не как, тем более, расследование или журналистскую работу? Это же, как я это вижу, политический манифест. И не кажется ли вам, что это в целом одна из первых удач за последние несколько лет у российской оппозиции, когда удалось сделать то, чего российской оппозиции, к сожалению, не удается сделать в последнее время, это выбраться за пределы пузыря. Потому что в основном сейчас, по объективным, субъективным причинам, российская оппозиция, она находится в своем мире, то есть все там ходят друг к другу на каналы, общаются, и все это происходит, как правило, для одной и той же аудитории. А сделать так, чтобы где-то найти новых сторонников или, по крайней мере, начать диалог с аудиторией, которая никогда не была твоей, не получается. А тут ФБК делает политический манифест, в котором электорату Путина он говорит, причем не меняя своих принципов, не желая понравиться, а потому что они действительно так чувствуют, и они говорят: уважаемые сограждане, мы так же, как вы, относимся к этому времени. Мы также считаем, что 90-е — одна из важнейших травм огромного количества людей, живущих в России, и, возможно, одна из причин, почему в России сейчас такой режим и власть, это ужас и кошмар. И мы с вами в этом солидарны. Не кажется ли вам, что это, если воспринимать это как политический манифест, а я думаю, сами ФБК не говорят, что это журналистская работа или с претензией на что-то еще, такое углубленное исследовательское, это большая победа ФБК? Если это воспринимать именно как политический манифест, то его результативность с точки зрения выхода за пределы информационного пузыря вам оценивать проще, чем мне. И если вы считаете, что он вышел за пределы информационного пузыря, я вам доверяю. Насколько этот политический манифест является соответствующим тем целям, которые есть у демократической оппозиции, у меня есть некоторые сомнения. Я, собственно говоря, об этом и сказал изначально в своем первом комментарии письменном в Ютубе, что если воспринимать это как политический манифест, то мы должны себе ответить на вопрос «зачем?». Вот на сегодняшний день у нас ключевая задача – это остановить войну. Вторая ключевая задача – завершить режим Путина. Мы занимаем позицию в рамках вот этого вот продукта, этого манифеста, которая солидаризирует
нас с Путиным, который тоже говорит, что 90-е годы ужас и кошмар. 90-е годы – это причина всего. И я, в общем, не так виноват, все проистекает из 90-х. И в ситуации, когда мы не предлагаем, обычно манифест говорит, мы будем делать вот это. Вот то, что там предлагается делать, мы уже только что с вами разобрали, что когда говорится, мы не допустим нарушения закона, окей, все бы хотели бы не допустить нарушения закона, как? И вот этого ответа в этом манифесте нет. А это и суть должна быть манифеста. Вот каким образом? Сейчас этот манифест считывается значительной частью аудитории. Все плохое из 90-х – забудем про Путина. 90-е – главная проблема – забудем про войну. Отнять и поделить у кого? У тех, кто в 90-х. Да это неправильная цель. У тех, кто в 90-х, у них уже ничего нет. Ну или через 2-3 года вообще не будет. Да? Теперь нам придется иметь дело с бандой Путина. И это совершенно другая банда. Да? И об этом надо говорить. И куда мы идем завтра? Мы идем либо в сторону нового царя, захода на новый круг, мы идем в сторону социалистического государства, или мы идем в сторону парламентской республики, федерализации, ликвидации вот этих вот, скажем так, злобно-имперских традиций, так сказать, есть позитивные традиции, но вот злобно-имперских традиций. Вот об этом в этом манифесте вообще нет. Он не об этом. И именно поэтому ту реакцию, которую мы оттуда получаем, эта реакция, во-первых, самая большая. Почему вы говорите, что это манифест, а люди-то воспринимают по-другому? Люди говорят, это правда. Нам эту правду раньше не рассказывали. Если это правда, то это значит журналистское расследование. В этом проблема. Поэтому является ли это удачей или неудачей, ну, пускай об этом судят ФБК. Я, так сказать, готов к тому, что если они это считают своим манифестом, своей политической позицией, ну, это их дело, их решение. Я здесь при чем? Я к манифесту никаких претензий не имею, кроме того, что вот я сказал про первую серию, что в констатирующей части этого манифеста, на мой взгляд, зря так подали Бориса Николаевича Ельцина и эпоху. А если ФБК достигает этим каких-то целей, которые она перед собой поставила, ну, слава богу, на здоровье. Я, так сказать, имею право. Михаил, у вас на носках дата. 26.06.23. 63-й. Я сейчас буду смотреть на носки Ходорковского, но на фотографии 23. Здесь Это 23. 23. Ну, значит, изготовители ошиблись. Или день рождения мне здесь обозначили, я не знаю. Путем быстрого поиска и воспоминаний и проматываний все, что мы смогли понять, 26 июня 23 года это выступление Владимира Путина после мятежа Пригожина. Нет. Слушайте, я сейчас сам... 26.06.23 это день моего 60-летия. Все. Больше ничего особого. То есть только из-за этого? Только из-за этого. На день рождения, я говорю, на день рождения подарили. Пригожин. Вы призвали, когда он шел на Москву, вы призвали его поддержать. Как можно было сделать такое заявление? Я предложил помочь ему дойти до Москвы. Я верю в то, что помимо естественного конца этого режима может возникнуть ситуация,
при которой все-таки произойдет раскол элит. Вот в тот раз этот раскол элит произошел на почве относительных неудач на фронте. Когда эта элита будет раскалываться, если нам еще раз повезет, то она не будет раскалываться на хороших и плохих, она будет раскалываться на плохих и очень плохих. И мы должны будем, если нам так повезет, воспользоваться этим расколом для того, чтобы привести этот режим к концу раньше, чем этот режим может уйти естественным путем. В Центральной Африканской Республике были убиты журналисты Центра Досье, которые поехали туда за расследованием. Вы потом проводили расследование, кто их убил. Кто их убил, согласно данным ваших коллег и журналистов? Куда приводят все следы? Меня они приводят к Пригожину, приводили к Пригожину. Более того, так сказать, Пригожин объявил за мою голову награду $500 000. Я не знаю, почему так дешево, но тем не менее. Когда? Ну вот тогда вот где-то... Пока вы выясняли или после того, как вы закончили? После того, как закончили. Он объявил публично. И тем не менее, так сказать, это тот враг, который мог ослабить второго врага. То есть даже, несмотря на то, что, по вашим сведениям, этот человек убил ваших сотрудников, абсолютно вероломно и чудовищно, не мешает вам вписываться за него, когда он идет на ваш родной город с... Это хорошая постановка вопроса. Значит, если... Ну, то есть вы даже на такое готовы закрыть глаза? Я готов, если существует враг, который готов схлестнуться с другим моим врагом, я надеюсь, нашим общим врагом, который в результате может ослабить этого другого врага таким образом, что его власть может закончиться раньше, и война может закончиться раньше, то да, конечно, я на этот момент закрою глаза на все, что угодно. Да? Это не означает, что я потом с Пригожиным за чай сяду. Это совершенно этого не означало. Это бы означало, что сначала надо будет закончить с одним врагом, более сильным, потом закончить с другим врагом, более слабым. А как же? Только так и выигрываются подобные бои. Представим себе ситуацию, что Пригожин захватывает власть, в стране военный коммунизм, всеобщая мобилизация, вся экономика на ВПК, сотни тысяч людей идут в Украину. И Россия начинает воевать еще эффективнее, а внутри страны репрессии еще чудовищнее. Как бы вы себя чувствовали с учетом того, что к этому бы привело, в том числе, что люди подавали бы солярку по вашим указаниям? Не указаниям, предложениям. Как бы вы себя чувствовали, я прошу прощения, что в данном случае вопросом на вопрос, но я потом отвечу. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы сели бы в лифт, нажали бы кнопку, а этот лифт бы в результате бы раздавил бы ремонтников, находящихся наверху? Вы бы сказали бы себе, наверное, ну блин. Так сказать, мы имеем в виду нормально работающий лифт? Ну, Пригожин далеко не похож был на нормально работающий лифт. Это был похож на лифт, обложенный взрывчаткой, человеческими черепами, кувалдами и просто всем тем, что показывало, с этим лифтом нельзя иметь дело, только по лестнице. Окей. Я просто отбил сравнение. Да, отбили сравнение. Окей. Так сказать, вы всегда ездите только в хороших лифтах. Когда идет война, вы стреляете, и обязательно возникают, к глубокому сожалению, какие-то невинные, очень часто жертвы. Тем не менее, вы стреляете, потому что это единственный способ победить. Ваша ракета может улететь, и такое бывало в течение этой войны, она улетала и попадала, ну вот совсем уж не туда, куда хотелось бы. В результате погибали совершенно невиновные люди. Тем не менее,
ракеты продолжают запускать, потому что это война. Вот в ситуации войны с Путиным вы сегодня конкретно теряете по несколько сот человеческих жизней в день на протяжении уже 2 с лишним лет. Если у вас появляется возможность использовать против Путина ракету, да, существует вероятность, что эта ракета попадет в жилой дом. Всегда такая вероятность существует. Ну, давайте сложим лапки в результате и не будем ничего делать, потому что наша ракета может улететь не туда. Она всегда может улететь не туда. Значит, Просто Пригожин такая же ракета. Если ты поддерживаешь Пригожина, то ты как бы делаешь ставку на ту ракету, которая гораздо более вероятно полетит не туда. Но это ваше предположение. А у вас другое мнение? А у меня предположение, что если бы Пригожин дошел до Оки, то Путин вынужден был бы вывести войска из Москвы, которые там находятся, и он начал их, к слову, оттуда выводить к Оке. И на Оке было бы противостояние. И в этот момент Москва бы осталась голой с точки зрения силовых структур. Даже Путин, как вы помните, сбежал из Москвы вместе со всем руководством. И в этот момент, если бы в Москве все-таки, так сказать, нам удалось бы поднять хотя бы 20-30 тысяч людей для захвата правительственных зданий, то, как вы знаете, а я это точно знаю по опыту 91 и 93 года, кто захватил Кремль, тот и захватил власть в стране, вне зависимости от того, где там еще кто есть. Вот это была вполне реальная возможность. И не говорите мне, пожалуйста, что эта ракета точно летела не туда. Она не долетела, к глубокому сожалению. А откуда бы взялись эти 30 тысяч человек? Вот это та ситуация... Год с лишним войны, когда всех, кто готов был выходить... Это та ситуация, когда нужно было всем призывать людей на улице. Всем вместе. Вот для этого и нужна привычка к объединенным действиям оппозиции. Потому что это та ситуация, в которой оппозиция, действуя совместно, могла бы конкретно, локально в этом моменте, объединившись, победить. Это был реальный шанс. И если такой шанс будет, если частью этого шанса будет любой кровопийца, я воспользуюсь и призову воспользоваться этим кровопийцей для того, чтобы обоих кровопийц в конечном итоге уконтрапупить. Как, между прочим, Кремль сейчас стравливает между собой оппозицию, да? Не потому, что он поддерживает, условно говоря, ФБК или он поддерживает еще кого-то, а потому что ему хочется, чтобы оппозиция друг друга элиминировала. Вот точно так же можно подобными Пригожинами элиминировать Путина, ослабить его настолько, что гражданское сопротивление окажется побеждающим. В другом случае оно побеждающим оказаться не может. Ростислав Мурзагулов. Почему он продолжает работать на ваши медиа? Потому что ваша логика в том, что он пример того, как мы можем показать чиновникам, не чиновникам, тем, кто на стороне Путина, процесс выхода. Я считаю, что мы обязательно должны давать людям возможность деятельного раскаяния. Это для меня не только прагматичный интерес, но это и моя внутренняя ценность. Я считаю, что если человек хочет раскаяться, такая возможность у него должна быть. А каким образом раскаялся Ростислав Мурзагулов? Мурзагулов жестко размежевался с режимом, он пытается что-то делать на канале. Я, честно говоря, не особо слежу, потому что, так сказать, это, в общем, его дело, как он будет своей позицией, своим поведением доказывать, что он тот человек, который, осознал и которому надо забыть его прегрешения. Сейчас, насколько я знаю, он в Украине. Вы знаете, чем он занимается на канале? Нет. Вы не смотрите контент, который он делает? Он довольно непопулярен. Есть ощущение, что его очень мало людей смотрит.
Ну, в данном случае, так сказать, он может быть более талантливым человеком, менее талантливым человеком. Важно, человек себя демонстрирует как желающего, ну, как бы, искупить свою вину, искупить то, что он ощущает как его вина. Он желает показать, что он на другой стороне баррикады. Если он желает, окей, отлично, он должен получить эту возможность. Мурзагулов считается одним из тех, кто устраивал травлю Лилии Чанышевой, которая сейчас сидит в тюрьме. Вы проговаривали с ним этот момент? Он на эту тему вступал в переписку, так сказать, излагал свою позицию. Ну, я, честное слово, не в позиции выступать его адвокатом. Если это одно из его прегрешений, я не знаю, да, это их дела с ФБК. Если это одно из его прегрешений, он и его должен искупать. Вы знаете, как сотрудники ваших медиа относятся к Мурзагулову? Честно сказать, в общем, это их персональное дело. Насколько я знаю, все относятся к нему крайне негативно, в том числе потому, что просто контент, который он производит, очень странный. И в целом формат его поведения, он действительно может вызывать вопросы. Вот я, например, захожу на канал, за который, как я понимаю, он отвечает, и вижу там шортс про, оказывается, Мария Певчих была двоечницей. И он там просто дурачится на этом фоне и говорит. Слушайте, это его право, но при этом я понимаю вашу вечную дискуссию и вечный призыв к тому, чтобы оппозиция объединялась. Вспоминаю это и понимаю, что это вообще не сочетается одно с другим, когда человек клоунничает. Слушайте, Мурзагулов не мой сотрудник, так уж откровенно говоря. И да, это вот... Кто ему платит зарплату? Видимо, он сам себе или кто-нибудь еще. Но дело не в этом. Я тогда ему предоставлял грант, и, в общем, так сказать, это то, что было с самого начала сказано журналистам тех СМИ, которые работают на меня, что вот они у меня работают, а Мурзагулов, он у меня не работает. Поэтому я его каким-то образом ограничивать не желаю, но я хочу, чтобы человек, имеющий желание, имеющий интенцию к тому, чтобы перейти на другую сторону баррикады, получил возможность это сделать. Получится у него это – хорошо. Не получится – это его личные трудности. Моя личная позиция будет там другой такой человек, я скажу: окей, у тебя есть возможность. Михаил Фридман решился бы заявить о переходе на другую сторону баррикад. Я бы точно так же выступал бы за то, чтобы помочь Фридману перейти на другую сторону баррикад и выступить с соответствующими заявлениями. Да, от него это тоже потребовало бы некого деятельного раскаяния, но он на это не решился. Про деятельное раскаяние чуть позже. Я просто, мне не хочется произносить слово «раскаяние», потому что от него вот как раз и белым пальто, и нимбом, и вот всеми вещами, от которых хочется обходить стороной, веет. Но, тем не менее, а вот что есть, давайте на другой язык перейдем, что твой вот этот вот credibility, доверие улиц, оно может тебе принести, если ты был на стороне пропагандистов? Что? Вот я слышал версию, например, что в случае Мурзагулова это могло бы быть, если бы он сделал на каналах МБХ, появились бы, не знаю, там, появился бы фильм, выпуск или что-то еще с подробным рассказом о том, как устроена коррупция в политике Башкортостана. Человек, который работал с президентом республики, наверное, знает, как она была устроена. И рассказал бы об этом. Если вы считаете, что у Мурзагулова есть такая информация, предложите ему, он с удовольствием, так сказать, я думаю, расскажет. Я не думаю, что он будет чего-то скрывать. Во всяком случае, когда я с ним говорил перед тем, как так сказать, предоставить ему тот грант, он был абсолютно готов к любым
подобного рода рассказам. Другое дело, что я, в отличие от вас, не интервьюер, и я этого сделать не могу. Вот я хочу сказать, что вот, например, я в свое время, да, своим, что называется, своей работой над ошибками сделал статьи, да, вот там «Левый поворот», да, там «Кризис либерализма в России», да, в конце концов выступление перед Путиным с критикой коррупции во власти. Я это все тогда сделал. Это не мешает спустя там много лет задавать мне вопрос, почему я не раскаялся, хотя мне казалось, что вот те... Уточним, что его не было на этом интервью. Да, на этом интервью не было. Нет, это, конечно. Вот. Я старался сделать так, как вот мне казалось правильным. Мурзагулов пытается сделать так, как он, как ему кажется правильным, и это не помешает, наверное, кому-то потом сказать, что он это сделал неправильно или недостаточно, как это говорят мне. Это только его дело, это только его жизнь. То, что я делаю, я готов помочь любому человеку, который хочет раскаяться и перейти на другую, на правильную сторону баррикад. Я готов сделать то, что от меня зависит, для того, чтобы ему помочь в этом. А уж будет ли это признано обществом достаточным, будет ли это признано недостаточным, какие из этого общество сделает выводы, но это не мое дело. Вы сказали, Мурзагулов не ваш сотрудник. Я так понимаю, сотрудник Леонида Невзлина. Нет. Какие у вас отношения с Леонидом Невзлиным сейчас? Ну, друзья, мы разошлись по политической позиции, то есть он в большей степени себя, насколько я понимаю, идентифицирует с украинской стороной, с Израилем. Я себя по-прежнему в большей степени идентифицирую с Россией. И в этом смысле у нас разные взгляды на многие вещи, но мы по-человечески остаемся друзьями. Вашей дружбе не мешает то, что Невзлин говорит и пишет про, не знаю, народ в России, население в России? Вот здесь появится несколько титров, абсолютно, довольно очень грубые, иногда мерзкие, иногда граничащие с расизмом вещи. Слушайте, я в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя друзей больше не будет. Вот которые есть, они есть, а других не будет. Для меня все-таки, наверное, я недостаточно политизированный человек. Для меня человеческое важнее, чем политическое. Поэтому, да, у него может быть своя позиция, да, в некоторых случаях я морщусь, когда читаю то, что он пишет. Наверное, он морщится, когда он читает что-то, что я пишу. Вот мы обходим эти вопросы. Знаете, это вот как я рекомендую сейчас, когда мне пишут: Михаил Борисович, что мне делать там с моими родственниками, которые занимают другую позицию по войне? Я говорю, не обсуждайте просто с ними войну. Для меня Леонид Борисович — это больше, чем родственник. Поэтому... Человеческое вам важнее, чем политическое, вы сказали. А не происходит расчеловечивание, когда человек, собственно, проведший в России, в общем, большую часть своей жизни, пишет, например, «А не зря их спутали с привычным им русским рабским быдлом». Причем пишет, все перепутав в посте, поддержав Верку Сердючку, запостив видео того, как Верка Сердючка, как на Никольской в Москве танцует под Верку Сердючку. Или «Не можете уехать или не хотите, не можете справиться с орками на своей земле, получайте. Желаю вам всем там наказания, разрушений и жертв. Не обижайтесь, заслужили». Это не расчеловечивание? Это эмоциональные выплески. На «Живом гвозде» вы сказали, что детально изучили то, как могли освободить Алексея Навального. Вы можете рассказать, что вам известно? Как это проходило? Я могу рассказать то, что мне известно, я не могу рассказать в комплексе, как это проходило, потому что у других людей другая информация. Я
постоянно разговаривал с немцами и с американцами по поводу ситуации с Красиковым. Мне сразу сказали, что о Навальном речи идти не может. Я имею в виду, россияне сказали, что о Навальном речи быть не может, но может идти речь о Владимире Карамурзе. Тем не менее, я каждый раз, когда ставил этот вопрос, я ставил вопрос о Навальном и о Карамурзе. И. Последний раз так получилось, этот разговор у меня был во время Мюнхенской конференции, как потом оказалось, в день смерти Алексея. И мне очередной раз немецкие представители сказали, что разговора о Красикове быть не может с их стороны. И поэтому, когда ребята из ФБК сказали, что им пообещали, что Красикова обменяют на Навального, и что Путин на это согласился, меня это завело немножко, потому что нормальное человеческое общение, когда тебе скажут, Михаил, мы, так сказать, этот вопрос с тобой обсуждать не будем, а не скажут, что это не обсуждается вообще. У вас было ощущение, что вас дезинформировали? Да, у меня возникло ощущение, что меня те мои контрагенты, с которыми я работаю по правозащитным вопросам, по целому ряду правозащитных вопросов, меня дезинформировали. И я, естественно, стал задавать вопросы, а что же происходило на самом деле. Я выяснил две вещи на сегодняшний день, которые мне подтвердили все те люди, с которыми я имел дело. Что и с американской стороны, и со стороны немецкой. Что разговор о обмене Красикова на Навального, запрос об этом был. Он и с моей стороны был, и со стороны ФБК был. Но решение по этому вопросу не было принято даже немецкой стороной. То есть против, как мне сказали, выступало Министерство иностранных дел Германии. Я не знаю, правда это или нет, но это вот то, что мне сказали, я сейчас об этом рассказываю. С российской стороной разговоры не велись. То, что мне сказали с другой стороны, с российской стороны, это все были люди, связанные с Романом Абрамовичем, который под разными соусами рассказывал именно то, что потом подтвердил Владимир Путин. Мое личное впечатление, это уже впечатление, что тем самым Владимир Путин не только играл свою игру, показывая, что он на самом деле такой замечательный человек, он уже был готов освободить Навального. Гуманист. Да, гуманист, так сказать. Но еще и он придавал дополнительную легитимность Абрамовичу, который ему нужен в его игре с переговорами о мире, которые Путиным в разное время используются в качестве дезинформации для того, чтобы понизить готовность ряда западных стран поставлять оружие Украине. Вот такая вот ситуация информационная на сегодняшний день. То есть и эти переговоры были спецоперацией для Путина? И я не уверен, что эти переговоры были в том виде, в котором Путин о них рассказывает. Но то, что я точно знаю, что ни немцы, ни американцы с этим вопросом, с конкретным предложением на него не выходили. Про Абрамовича. Вы сказали про него, он предельно талантливый коммуникатор, это коррупционер прямо высочайшего уровня. Расшифруйте, что вы имеете в виду? Я, собственно говоря, рассказывал о нем, в том числе, когда рассказывал о квалифицированных решалах. То есть вот если брать рейтинг решал, то Абрамович в этом рейтинге вне категорий. Вот это человек, который умеет создавать у своего клиента, контрагента ощущение комфорта,
ощущение защищенности, ощущение благодарности. И он этим очень эффективно пользуется, переводя историю в прямые коррупционные механизмы. Ну, и, видимо, только в тех ситуациях, когда это возможно. Я об этом ничего не знаю, поэтому здесь могу только предполагать. Когда вы последний раз общались? С Абрамовичем? Непосредственно до своего ареста. До ареста? До ареста. После вы не пересекались? Нет. Угу. У вас есть понимание, почему он не рвет с Кремлем, а не живет международным космополитом? Я считаю, что он пользуется, с одной стороны, он продолжает пользоваться возможностями Кремля для укрепления своего положения, как финансового, так и своей значимости в целом. То есть не только финансовой, но и личностной. Помимо этого, он настолько уже на сегодняшний день завязан на Кремль, что любая попытка его отойти в сторону будет без всякого сомнения воспринята Путиным как персональное предательство с соответствующими последствиями. А это какими? Ну, у меня ощущение, что Путин тех, про кого он считает, что они его предали, убивает. На нашем прошлом интервью я спрашивал у вас, сколько у вас осталось денег, вы ушли от ответа, а Кирби через 2 года вы сказали, я спрашивал, 400? Вы говорили, неважно. А еще 100 разморозили в Ирландии? Вы говорили, ну, возможно, да. Через 2 года вы Кирби сказали, он задал вопрос, сколько у вас осталось денег, вы сказали, 400 плюс 100. Ну, возможно, просто изменилось что-то за 2 года. Не, или, возможно, он, так сказать, сказал, как воспринял. Нет. Не, там ваши слова. Вы честно сказали, 400 и 100. Ну, это точно, что ошибочная история. То есть цифра точно другая. Меньше. Да не скажу я. Цифра точно другая. Я просто не стал ему врать. В данном случае просто мы, наверное, друг друга не поняли. Окей. Ну хорошо, давайте так. С 2019 года у вас стало меньше денег? Или осталось 2019 год выхода фильма? Или осталось примерно столько же? Или, может быть, просто стало Давайте больше? я вам, так сказать, один важный нюанс поясню. Вот я вам в ходе нашего сегодняшнего разговора говорил, что я тогда разделил состояние на 2 части. Ага. Да, одна стала благотворительным фондом, другая стала личными деньгами. Вот личные деньги у меня остались приблизительно на том же уровне. То есть я вот сколько трачу, столько зарабатываю. А в фонде у меня, ну, в том фонде, который я основал, там количество денег увеличилось. Ну, потому что, видимо, зарабатывает он больше, чем тратит. Как вы зарабатываете? Я же тогда вам рассказывал, что у меня проинвестировано в несколько проектов, в том числе проекты, которые ведут мои бывшие партнеры по бизнесу. И, в общем, ну, просто эти деньги зарабатывают. Я сам бизнесом не занимаюсь. Когда меня спрашивают, почему я не создал 2-й ЮКОС, ну вот я честно говорю, ну мне не интересно. Вы говорили, что вас отбило желание, в том числе тюрьма, заниматься бизнесом. Да. Несколько лет назад на вас работала Арсений и Катя, которые президент России, Твиттер. Они писали вам доктрину будущего России. Это правда или нет? Хороший вопрос. Значит, Кермлин на меня работала лет 8 назад. С Арсением Бобровским мы сотрудничали и после этого, но вот в отношении, вот сейчас вы меня озадачили, в отношении концепции что-то, я такого что-то не помню. Это не значит, что я говорю, что если они сказали, что это неправда, я просто не помню. Писали, что зарплата Екатерины была 10 тысяч фунтов в месяц. Это может быть правдой? Честно говоря, я не помню, но что-то думаю, что нет, хотя не помню. Но могло быть столько. Думаю, что нет. Вы помните зарплату Марии Бароновой?
Слушайте, понимаете, там все-таки ситуация устроена не так уж прямо, что я нанимаю людей и дальше с ними работаю. Ну, вы же подписываете какие-то бумажки, вы видите Нет. смету раз в сколько, не знаю, в год хотя бы. Ну, общую смету. То есть я не то, что я не хочу это сказать, да, я просто, ну вот, это не настолько для меня каждодневная информация, чтобы я помнил там спустя несколько лет, а сколько же там было. Я общий порядок помню, цифр, которые у людей были, естественно, так сказать, имеется в виду в среднем по больнице. А, конечно, сколько каждый конкретно получает, ну, не помню. Вы можете назвать бюджет или сумму, в которую вам в год обходятся ваши медиапроекты? Я должен просто предварительно сказать, что у меня нету медиа-империи, чтобы мы понимали. Есть конкретный канал «Ходорковский лайф», который назван так, просто для того, чтобы было ясно, что это канал, который транслирует тот взгляд на вещи, с которым я согласен. Да? Да. Есть мой собственный канал «Ходорковский», есть 2 телеграм-канала. Вот, так сказать, ну, плюс центр досье работает. Суммарно это несколько миллионов долларов в год. Несколько — это ближе к 2 или ближе к 5? Это между 2 и 5. Ну, точно не 5. Вот. То есть это меньше, чем у ФПК, если вас это интересует. Меньше, чем у ФПК? Да, меньше, чем у ФПК. Вы это знаете? Да, я знаю. Есть ли какое-то движение в ту сторону, чтобы все те люди, которые уехали за пределы России и которые либо уже теряют, либо будут терять возможность менять заграничный паспорт, что они смогут на что-то рассчитывать? Существует 2 подхода. Первый подход, который реализует Гарри Каспаров, Гарри Кимович, он пытается добиться создания универсальной юрисдикции для россиян. То есть некой отдельной юрисдикции, которая сможет выдавать документы любому россиянину. Он называет этот проект «Русский Тайвань», ну, неофициально. И он пытается решить эту задачу, разговаривая с разными европейскими правительствами. Насколько я вижу, эта ситуация у него двигается, но, возможно, не так быстро, как хотелось бы. Я всячески эту его идею поддерживаю, хотя считаю ее, возможно, не настолько вероятной, насколько он это считает. Но Гарри Кимович — это человек, который иногда способен сказку сделать былью, поэтому я вот на это не смотрю как на полностью безнадежное дело. Второй подход. Да, я занимаюсь более таким прагматичным подходом. Я убеждаю национальные правительства европейских стран о расширении программы так называемых серых паспортов. Такие документы выдаются, в частности, в Германии, во Франции, в Литве и в некоторых других странах. Вот мы пытаемся убедить в том, чтобы, во-первых, расширить количество стран, выдающих такие документы, и, во-вторых, чтобы сделать их выдачу более конвейерной, чем сегодня. Сегодня она, к сожалению, идет от случая к случаю. А сейчас их по политубежищу дают? Нет, политубежище — это отдельная история, а это просто документ, удостоверяющий то, что человек является гражданином Российской Федерации. И в этот документ можно получать визы. Есть третий механизм, но он как бы рядом идущий с этим, это механизм продления действия российских паспортов без участия российского правительства. То есть национальное правительство какой-то страны или Европейского Союза в целом может сказать, что мы будем признавать действующими российские паспорта там, еще 5 лет, например, после окончания срока их действия. Вот этот разговор сейчас тоже ведется. Надо понимать здесь 2 проблемы.
Во-первых, проблема нансенского паспорта. Почему невозможно сделать нансенский паспорт, который в свое время Лигой наций делал, и вот сегодня в ООН почему это сделать очень трудно? Потому что Россия, так сказать, точно эту ситуацию заблокирует, а она там имеет возможность ее блокировать. И аналогичная ситуация, к сожалению, с консолидированной позицией Европейского Союза. У Путина есть несколько стран-клиентов внутри Европейского Союза, да, которые проголосуют против. Поэтому вот мы вынуждены решать это с национальными правительствами. Я этим постоянно занимаюсь. Вот последний раз сейчас выступал в итальянском парламенте, и они по итогам слушаний сказали, что они проведут специальное слушание, специальное обращение к правительству с тем, чтобы этот вопрос решить. И финальное. В чем сила? Так сказать, хотелось бы сказать словами Бодрова, но в вере. Хотелось бы сказать словами Бодрова, но не скажу. Поэтому скажу в вере. Вы не про религию? И про религию тоже, но вообще в вере в более широком смысле. Очень многие вещи ты не можешь доказать. Очень многие вещи ты не можешь объяснить. Ты либо веришь, и тогда у тебя есть шанс победить. Либо не веришь, тогда ты точно проиграешь. Вот для меня сила в вере. Я верю, что мы победим при моей жизни.